helping children to manage their own behavior. Мы разбираемся с тем, как помочь ребенку управлять своим поведением. And one of the things that we always want to do is to look at and helping our parents think. What is the meaning behind the behavior? That's that need. What's going on here? И на что мы всегда обращаем внимание, это мы должны помочь родителям понять, какая потребность стоит в основе этого поведения. And one way of doing that, finding the meaning behind the behavior, is helping our parents to start to think about tracking behaviors. И каким образом мы можем помочь родителям понять значение, смысл, который стоит за поведением? Один из вариантов – это отслеживать поведение. So I'm going to have you turn in your handouts to page 57. На 57-й странице, пожалуйста, откройте ваши материалы. 57-я. And what we have here is we have a tool Здесь у нас есть определенный инструмент, that we can modify. You can contextualize it whichever way you want to. который, опять же, мы можем изменять, контекстуализировать. That will help the parent to think about behavior in a broader sense than what's happening just at this moment. И это должно помогать родителям мыслить о поведении шире, чем просто в состоянии текущего момента. Because remember, children often respond to different stimuli, things that remind them of their trauma. Потому что мы помним, да, что дети часто реагируют очень по-разному, особенно когда что-то напоминает им о их травме. Those reminders become triggers. И эти напоминания становятся своего рода триггерами. So we can help the parent think about that, might be able to help the child learn what their own triggers are. И мы должны помочь родителям понять, какие триггеры у ребенка. And then with that, the parent can help the child come up with problem-solving solutions. А также родители должны научить ребенка понимать свои триггеры и понимать, как можно решать проблемы, которые возникают. Как разбираться ребенку самому с этими триггерами. So what we have here, and again, you can modify this any way you want to make it useful for your families, your parents. Опять же, вы имеете право изменять их так, чтобы они помогали реально вам и вашим семьям. So first of all, looking at tracking it, is that what was the behavior we saw that tends to challenge us as a parent that is problematic? Первое, что мы отмечаем, что за поведение, какое проблематичное поведение мы встретили. And then we're going to ask the parent to record who was in the room at the time. И мы просим родителей записать, кто был в помещении в это время. Who was the behavior directed to? Против кого было направлено это поведение. Where does it usually occur? Does it only occur in this room, or does it also occur in other rooms? Где это происходит? Например, только в этой комнате или в разных комнатах. And then we want to look at when does it occur as well. Также мы отмечаем, когда это происходит. Is it in the morning? Происходит ли это утром? Is it when they come home from school? Происходит ли это тогда, когда они возвращаются домой со школы? So we're putting all these little details in. Мы отмечаем все эти небольшие детали. And we let the parent know what we're looking for is we're looking for a pattern. И мы объясняем родителям, что чего мы ищем. Мы ищем определенного шаблона. Now there might not be one. Возможно, шаблона не будет. But quite often there is. Но довольно часто замечается какая-то. So if the parent can determine what the pattern might be, если родители смогут определить этот and шаблон, help the child know that look what happens when you get home from school every day. То родители могут помочь ребенку осознать и сказать, например, смотри, что происходит, когда ты возвращаешься домой со школы. Then we can begin to do problem solving with the child. What do you think we should do about this? И тогда родители могут поговорить с ребенком, как ты думаешь, что нам с этим стоит сделать? What could you do that would help you? Что можно сделать такое, чтобы помогло What can тебе? I do that would help? Что ты можешь сделать, что я могу сделать? So we can do problem solving, and when we do problem solving and the child learns a solution pattern. То есть мы начинаем разрешать проблемы, когда ребенок получает этот шаблон разрешения проблемы. What's happening? The child is learning resilience. Что происходит? У ребенка повышается устойчивость. What do we know about resilience? А что мы знаем об устойчивости? Resilience trumps the ACE study. Устойчивость разрушает эти категории. It's that trajectory, Это траектория, a simple strategy, простая стратегия, which is которая an отклоняет ее. intervention. I think it's exciting Меня because they're это simple воодушевляет, strategies. потому что это очень простые стратегии. We don't have to be brain scientists. Нам не нужно быть специалистами по изучению мозга.
All we have to do is we have to take the sciences before us Нам просто нужно взять достижения науки, которые уже есть, and look at the simple solutions. и поискать простых решений, So the которые last нам даны. is what do you think is the possible meaning behind the И behavior? последняя колонка — это как вы думаете, какой смысл, возможно, заложен в этом поведении? So again, what we have here is we have a pattern and a plan. Опять же, что у нас здесь есть? Это определенный шаблон и план. And we help the child know what that is, and we problem solve with them to manage their own И behaviors. мы должны помочь ребенку понять это и выработать этот план помочь. Now, another strategy that we can use Еще одна стратегия, которую мы можем использовать, is to help the child think of ways that are immediately calming in the family. Помочь ребенку найти способы, That are calming in the family, that calm. Что-то, что будет ребенка сразу же успокаивать. Or change the pattern of behavior. Или резко изменить вот этот шаблон поведения. So let's say we've got a family that the kids are really rough on their toys. They break toys all the time. Допустим, в семье дети очень плохо обращаются с игрушками, они постоянно ломают. And that's not uncommon. Kids that experience trauma and have sensory issues in terms of all the pressure that they apply and how they play, break toys. И это очень обычное явление, потому что дети, переживающие травму, имеющие проблемы с сенсорным восприятием, очень часто не чувствуют нормально, они слишком сильно нажимают, берут, вот поэтому игрушки у них очень часто ломаются. They don't sometimes realize when they throw the power of that toss and how that'll crash that toy. Иногда, когда они бросают игрушку, они недооценивают силу, с которой бросают, да, игрушка ломается. So what we're looking at here is we're looking at teaching our kids ways that they can speak that are a simple statement. Чему мы пытаемся научить ребенка? Говорить, произносить простое утверждение. And it's a script. It's just a small script. И это своего рода сценарий. Turn to page 58. 58-я страница. And what you have here are some of those life value scripts. Что здесь есть? Это список жизненных ценностей. Okay. So imagine with me, you're teaching your family. Number one, it's very important to have family meetings. Would you agree? Первая мысль: очень важно иметь такие встречи семейные. Yeah. You know that's a strategy that's important. So we have family meetings, but now we're saying to them. Семья собралась, семья сидит вместе, и мы говорим When детям. you have those meetings. Когда у нас эта семейная встреча. And you identify certain behaviors that are not okay. И есть какое-то поведение, которое неприемлемое. You can talk with the kids. Вы можете поговорить, мы говорим родителям, да, вы And можете come говорить с to an детьми. agreement of how you might speak to one another about those behaviors. И согласиться друг с другом, как вы разговариваете в семье о таком поведении. So let's just say, let's look at one, no hit, no hurts. Давайте посмотрим на первый. Никаких ударов, никаких оскорблений. And we know a hit is, a hit, okay? Что такое удар? Мы знаем. And then the hurts are the kids might use words that really hurt the heart. They just hurt the child's feelings. Ну и слова могут использовать дети, которые ранят чувства друг друга. So maybe in our family meeting, we've determined that one of our scripts is no hits, no hurts. То есть мы договариваемся, что одно из правил никаких ударов, никаких оскорблений. And as a family meeting, we say, okay, if Diana hits you, И поэтому на наших встречах мы говорим: если Диана тебя ударит, Olga, what are you going to say to Diana? что ты скажешь Диане? Olga, what Ольга, are you going to say to что вы Diana if скажете she Диане, hits you? если она вас ударит? Ну, вы дети. So no hits, you should not hit. No hits, no hurts. Да. Short sentence, absolutely, Вы absolutely. просто говорите эту фразу. Да. So what it does, it's not a big thing like, I'm telling Mama. То есть это не что-то типа «я все маме расскажу». Diana, no hits, no hurts. Диана, никаких ударов, никаких оскорблений. Okay. So if I say something, I'm Mama, Если я мамой говорю что-то, and I say something that's really causing you to feel bad, и я говорю что-то, из-за чего вы себя плохо чувствуете, then I'm also going to give you permission to tell me, в таком случае вы тоже имеете право сказать мне: Mama, «Мама, no hits, no hurts.
Ни ударов, ни оскорблений. I hear you. Да, я тебя услышала. Okay, so it's a script. It's a value in the family. То есть это список или сценарий. It's short statement. Это короткое утверждение. And we don't have very many of them. We might have 3 or 4, И у no нас more. их, немного должно быть, 3-4 может быть. And we've agreed on them. И мы как бы согласились, что они работают с нами. And in agreeing on those, what we're going to do, we're also going to write them up. И когда мы согласились их принять, Put them on мы the должны wall somewhere. записать их, где-то прикрепить на стену. And there are families like value scripts. И наши семьи очень любят эти списки We ценностей. have a nice list here. Здесь очень хороший список. So with this list, what we're going to do, I'm going to show you a video. Что мы будем делать с этим списком? Сейчас я вам покажу видео. And in doing that, I'll do that in just a minute here. But I want to remind you, they are simple, simple, simple statements. Но я хочу вам говорить, что это должны быть очень простые утверждения. With the purpose of redirecting the child's behavior. И цель в этом перенаправить поведение ребенка. Okay? So I'm going to show you the video. The video that I'm showing you is going to have 3 life scripts in it. И видео, которое я вам покажу, там будет 3 таких вот скрипта. And you're going to see these life scripts. И вы их увидите, 3 списка, да. Now, in setting up the video is one that we filmed with our project in Kyrgyzstan. Видео мы сняли в рамках нашего проекта в Кыргызстане. With a very good friend of ours. Нам помогали наши хорошие And друзья. so I filmed it and she led the group meeting with the kids. То есть я снимала, а мой друг, она проводила встречу с детьми. And what you're going to see, it's in Russian and in English at the same Видите, time. там и английский, и русский языки одновременно. They're speaking in Russian, the kids are speaking in English. Or Jane is speaking in English. You know? Да, то есть Джейн говорит по-английски, дети по-русски. Yeah. And in this video, what we did, И что мы сделали на этом видео? before we did our family meeting, we had the kids make puppets out of socks. До начала этой встречи дети сделали щеночков из носков. And we gave them the life scripts. We didn't have them make up their own, but we И gave them the мы life scripts. передали этот список ценностей, то есть дети не сами его So they формулировали. made puppets. У них были такие They brought- игрушечки. To the meeting, they brought a stuffed animal. Они принесли вот этих зверюшек с собой. And we used the meeting kind of as a playtime, as a fun time with the stuffed И animals. эта семейная встреча была вот таким, ну как бы игрой с этими Okay. зверюшками из носков. And I'm going to show you the video. It's a very short video. Это очень короткое видео. It's filmed with little children that we have in a family type home. We had in a family type home in Kyrgyzstan. Дети это и дети из дома семейного типа из Кыргызстана. And I want to tell you that the children you see here, we have found permanence for. И хочу подчеркнуть, что у нас разрешение было на съемку этих детей. Through reunification. Sorry? Through reunification of the Да. families. Через возвращение в семью. Or adoption. Через усыновление. Or kinship care. Или... Sorry? A relative living permanently. Да, with a relative. или родители, или родственники живые. So, and the purpose of this project, Lynn shared with you before, was a pilot program И сразу хочу сказать, что цель этого проекта, это был пилотный проект, to demonstrate to our local government чтобы показать местным властям, that when they picked up little girls, little kids, they didn't need to put them in an orphanage. что когда они находят там маленьких мальчиков, девочек, не обязательно их отдавать в детские дома, That there was a lot better choice by using family-type homes что дома семейного типа намного лучше, and then working diligently to get kids into permanence. и что они намного более старательно подходят к тому, чтобы That's a little привести bit в about состояние нормальное. All right, so you're going to see the kids, and Поэтому I'll вы увидите детей, fire up the video. So let me и do that. сейчас будет видео. And I think, yeah, I'm going to have to go get the video. Hang on. А потом- Two life value scripts. Let's start in the back, at the back table. Давайте Over начнем с задних слов. Пожалуйста, предложите пару вариантов Back правил. table. Did you have one that you'll share with us, Что-нибудь вы please? придумали? So do not take what doesn't belong. No, take what doesn't belong to you. Good. What about here, this table? Этот стол, что-нибудь есть идеи? Будь аккуратен, да. Будь аккуратен, Be аккуратен. like not afraid, but
Be attentive. Соблюдай чистоту, там. Pay attention, be attentive, okay. Для детей с рискованным поведением заботься о себе или будь Risky осторожным. behavior, so take care of yourself. Take care of yourself. Okay, great. Okay, this table. Не бери чужого. So as well, do not touch. Don't touch what is not yours. Good. Говори правду. So tell the truth. Tell the truth. That's good. This table, middle table. Поиграл, убери. So when you play it, collect your toys. Ah, okay. Проси о помощи. Ask for help. Ask for help. Good. And the last table. Последний стол. Все имеют право мнение о своих эмоциях. So То everybody есть is не loved. только ребенок чувствует, но и родители о своих чувствах, чтобы Everybody is ребенок allowed to speak понимал, out что their родители emotions. чувствуют. Okay. Everyone's allowed to Kids and speak. parents. Everyone has the chance to speak. Good. So you get the idea То есть идею вы поняли. that what we want to do, it's a family coming together, К чему мы стремимся? Чтобы семья собралась вместе, recognize the behavior that needs to be managed and modified, подумала о том поведении, с которым нужно справляться и которое нужно and изменить, then coming to agreement of the value that the family has and creating a script around that а value. потом все вместе согласились о определенных правилах, которых будет придерживаться семья. And then using that to speak to one another without a lot of extra words. А также использовали эти правила, чтобы общаться без лишних слов. And where the family has come to agreement that they will listen to that И когда семья согласилась, что да, мы будем прислушиваться к and этому pay attention to those words. и будем обращать внимание к словам. Now, this doesn't always work because kids get angry and they say, I'm not going to do that. Скажем прямо, это работает не всегда. Дети I'm злятся, still дети не mad at you. слушаются, я все равно на тебя злюсь. So it doesn't always work, Работает не всегда, but it is a strategy. но это стратегия. And it's easy for the parent to go back to and say, this is our value, this is И это important. помогает родителям вернуться к началу, сказать, вот это наши ценности, это то, что важно для нас. Remember when you agreed? Помнишь, что мы согласились так делать? How do you feel when those persons do that Как ты себя чувствуешь, когда в отношении тебя нарушают правила? and follow the value when it relates to you? И как ты чувствуешь, когда люди слушаются этих правил? So we can begin to teach. Now recognize again what I just said. Often kids with trauma do not recognize how others feel. То есть помните о том, да, о чем говорили раньше. Очень часто дети с травмой не осознают, не понимают, что другие чувствуют. So they're walking around in red alert, Поэтому у них постоянное состояние боевой and готовности. it's all about them, И все, они в центре всего. and it's all about survival, right? И выживание основная задача. Going back to looking at our brain. Это если вспоминать, Okay, видеть are наш there мозг. any questions with respect to the life scripts? Есть ли вопросы по вот этим правилам жизненным? It's a great strategy, it's a great tool. Очень хороший инструмент. So going back to the meaning behind the behavior, we can use the cycle of trust again. Возвращаемся к значению поведения. We can use our form, Кругу доверия. Мы можем использовать наши формы. and now we've got the values, the life script values. И сейчас мы приходим к вот этому списку ценностей жизни. And what's really cool, again, you'll get all these videos, И что классно, вы можете положить все эти видео, but don't hesitate to make your own videos. но не стесняйтесь, записывайте свои видео. If you're working with a family and you're practicing something, Если вы работаете с семьей, практикуетесь, get that cell phone going. поставьте телефон на запись. You can take some amazing little clips and videos with cell phones. В итоге вы можете делать при помощи телефонов очень классные видеоклипы короткие. Now, something else Arina asked earlier, И кое о чем Ирина раньше спрашивала with сегодня. respect to the YouTube videos. These videos are all on YouTube. Да, видео, которые снимаются, они будут и есть уже You на have YouTube. absolute permission to cut them, to use clips out of them, to И use вопрос, them any который way you возникал, want. как их можно использовать, делайте с ними что хотите. Нарезайте их на маленькие кусочки, редактируйте,
показывайте где угодно. So you can use the material. You can do with it whatever you want. То есть вы Okay? можете использовать материалы, делайте, ну, что хотите. I guess when I say you can do with whatever you want, just don't badmouth it on video on Facebook. I guess I would do. Don't be mean to me. That's all. Ну, единственное, я сказал, что делайте, что хотите, не делайте ничего злого по отношению к нам. Yeah. Злых постов на Фейсбуке не делайте и все такое. All right. So as we continue on, I want to go to the last skill here in this. И сейчас переходим к заключительному навыку в этой сфере. We started that already. Remember, I started to talk with you about the levels of engagement. Помните, мы говорили об уровнях вовлеченности. And we talked about playful engagement. И мы говорили о игровой вовлеченности. So I'm going to show you, we're going to go through those levels of engagement now. First of all, playful engagement. Сейчас мы пройдем через эти уровни вовлеченности. Первое – это игровое взаимодействие. There are some strategies we can use in what we would refer to as playful engagement. Есть определенные стратегии, которые подпадают в эту категорию игровое взаимодействие. And that's where I'm moving in with humor. I'm moving in at a very gentle, soft pace. То есть, и если, например, мы включаем юмор, что-то такое веселое, нужно быть очень мягко, использовать его в форме, очень осторожно. Because I want to engage the child. Потому что я хочу вовлечь But ребенка, I want to be careful the way I do that. но мне нужно быть аккуратной с тем, как я это делаю. So let's just say that Nastya Предположим, Настя just came in and she slammed that door. зашла в помещение и хлопнула дверью. Slam the door. One strategy. First one, Nastya. Первая стратегия. Настя, Can we redo that? а можем мы попробовать закрыть дверь еще раз? Pop out. Окей. Выйди, Come пожалуйста. back in. Выйди, Don't slam the пожалуйста. door. И, пожалуйста, не хлопай дверь. Or close the door quietly. A more positive Или statement. закрой дверь спокойно, ну, как такое позитивное It's a redo. формулировка. It's a redo. Да, нужно сделать еще раз. So Tatiana says, I don't like you. Татьяна говорит, ты мне не нравишься. Tatiana, Татьяна, you want to redo that statement? а ты можешь сказать и повторить эту же фразу? It's a redo. Нужно сделать наново. So the redo is great. And how many times do we wish we had an opportunity for a redo? И повторение, или возможно что-то переделать, это We очень just хорошо. react. Как часто мы бы хотели, да, повторить что-то, или Oh переделать. boy, Мы реагируем, I'd like to redo that а one. потом понимаем, что нет, хотелось бы We all do. переделать. We all do. And same with kids. У всех у нас такое бывает, и у детей тоже. I would love it if a child came to me and said, oops, can I do a redo? Я бы очень радовался, если ко мне пришел ребенок и сказал бы, о, а можно я сделаю по-другому? That they know they've made a mistake, Потому что это значит, что ребенок понял, что он сделал ошибку. they've managed their emotions and their behavior, Они смогли справиться со своими эмоциями, своим поведением and ask for a redo. и попросили возможности что-то I love переделать. the next one. Мне также нравится Are you следующее. asking or telling? Спрашиваете вы или говорите? Our grandchildren are very limited on the amount of time that they're allowed on their devices, on any kind of phone or games online or anything. У наших внуков очень ограничено время, которое они могут проводить со своими девайсами, телефонами, планшетами, компьютерами. Their mom and dad are very strict about that. Их мама и папа очень четко следят за этим. So when we're there to visit, we each have iPads, Поэтому, когда дети нас приезжают к нам, у нас обоих есть and iPad, our планшеты, grandchildren love our iPads. и нашим внукам очень нравятся наши планшеты. And they know grandma and grandpa don't restrict them. И они знают, что бабушка и дедушка ограничений не вводят. Power of yes. Or yes, no. Yes, you can use the iPad. Да, сила этого, да. Да, конечно, пользуйся планшетом. Да. So we had a situation a while back И какое-то время была такая ситуация. that the twins would, Grandpa, I want your iPad. Близнецы сказали, дедушка, нам нужен твой iPad. Grandma, give me your iPad to play. И бабушка, дай поиграться с твоим iPad. And so we thought, this isn't good. И мы поняли, нет, это не очень хорошо. They know we'll give it to them, Они знают, что мы дадим им, but they're telling us what to do, not asking us. но они говорят нам, что нам нужно сделать. So we just Они flipped it. спрашивают. Let's use the strategy. Let's see how this works. Поэтому мы используем стратегию. Давайте посмотрим, как она работает. Asya, are you asking or telling? А ты что сейчас делаешь? Ты спрашиваешь или приказываешь мне? She thought about it. Она подумала. Oh, Grandma,
Бабушка, may I use your iPad? можно я попользуюсь твоим iPad? Ah, that's asking. Good job. Вот это уже просьба. And kids Хорошо. get it. You know, they really do get it. Are you asking or telling? It's a great strategy. And even at that, we still had to use the statement again and again. Дети понимают это, да, то есть они осознают, спрашивают, они Playful не engagement. приказывают. Playful То есть engagement. это снова Are игровое you asking or взаимодействие. telling? Да, ну, то есть отыграйте это. Ты спрашиваешь, просишь или приказываешь? Okay. I'll ask. Ребенок понимает, да, я сейчас попрошу. The next one is pretty North American because Nellie is a story of a horse. Это немного североамериканский принцип. And so it's saying, you know, to a horse, when you stop them, you'll say, whoa. Потому что мы знаем, что такое лошади, и знали, и когда лошади останавливают, говорят «ру». So, and the kids would know Nellie, they would know the horse, so they would say, whoa, Nellie, let's start У again. нас есть лошадка, и дети знают, что такое, что когда Нелли нужно говорить «ру». You can use something in your own culture, some of the fairy tales or stories that kids are real Вы familiar можете with. взять вот эти слова остановки из вашей культуры, из знакомых сказок. Doesn't matter what you use, but we're really wanting our parents to see is that playful engagement has a lot of humor in it. Не важно, что вы будете использовать, но основная идея, которую мы пытаемся донести родителям, в игровом взаимодействии всегда есть место для юмора. I always like to think of this as soft and gentle. Мне всегда хочется найти что-то такое мягкое и доброе. And really giving the child a chance to really do the right thing. И помочь ребенку, дать ему шанс сделать то, что хорошо и правильно. Okay, number two, we're going to go a little stronger. Второй, уже тут что-то покрепче So we're going идет. to use structured engagement. Тут уже структурированное You can взаимодействие. see that the life skills are in here. Что здесь Life skills, the life Okay. value scripts. да, are in here. эти скрипты, списки жизненных ценностей, про которые мы говорили, тоже здесь But присутствуют. I like this giving choices. Потому что в жизни жизнь дает нам выбор. So I could go here to this table and I know that they fight when the three of them are together. Например, я подхожу к этому столу и знаю, что когда девочки втроем, они всегда дерутся. And what happens is that Anastasia wants to play, Дело в том, что Анастасия хочет поиграть, and I know they're just going to fight like crazy. и я знаю, что она будет драться So прям дико. Anastasia, Поэтому, Анастасия, at this time, you can go and play with Antonia or Diana. Which would you like to play with? сейчас, да, то есть втроем они дерутся, поэтому, Анастасия, ты можешь поиграть с Антониной, можешь с Дианой. С кем ты хочешь So поиграть? you give choices. То есть вы Because даете you выбор. know that what they're going to do right now is not going to work out well, Потому что знаете, что если они будут вместе, то хорошего ничего не произойдет. and the child can't think of their own choices, so you give them choices that they have to actually go to the prefrontal cortex and make a И decision. ребенок не может сам себе придумать варианты, потому что вы даете, вы помогаете ребенку, So you're даете pushing ему them выбор, to decision и making. вы подталкиваете его, учите его принимать решения. And the same thing with compromise, it does the same thing. То же самое работает и с компромиссами. So when you give an option for a compromise, Когда вы даете выбор возможности компромисса, if I do this for you, Anastasia, если я это сделаю для тебя, Анастасия, and allow the two of you to play together я разрешу вам поиграть вдвоем, with you, allow the two of them to play together with you, разрешу им двоим поиграть с тобой, will you let me know if there's a problem? мы можем договориться, что ты мне скажешь, если начнут появляться проблемы какие-то, Before anything happens that could cause a fight. До того, как произойдет что-то, из-за чего вы можете подраться. Can you agree? Мы можем согласиться? So I pushed her to a prefrontal cortex. То есть я обращаюсь к префронтальной коре. I've offered a compromise that she's allowed to play with the two of them together, Я предлагаю компромисс, то есть она может поиграть одновременно с двумя but I'm девочками, expecting something in return. но в ответ я тоже кое-чего ожидаю. Now that's a pretty high level consideration for some children. То есть и для некоторых детей это довольно непростое задание. Look what they have to control: emotions, Смотрите, что им приходится контролировать. Свои and they эмоции, have to control behavior because they're usually fighting and hitting. также поведение, потому что обычно я дерусь. And then they have to be able to make a cognitive decision to come to mama А также им нужно принять разумное решение, to get подойти к some маме. help. So it's a structured engagement. То есть структурное взаимодействие. And what's wonderful about it is that we're helping kids to begin to think and process information. Имеет одно большое преимущество. Мы помогаем детям понимать, осмыслять происходящее.
The next level of engagement, number 3, is really looking at emotional regulation. Третий пункт тоже очень связан с управлением эмоциями. So it's using some of those self-regulation tools. It's like, whoa, 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 here, let's breathe. Magic mustache, То everybody. есть давайте сейчас немного успокоимся. Магические усы. So Все. we're going to do that, and we get them breathing with us, so we're doing some self-regulation. We're stopping and starting something Мы that's going to be great. подышали, мы занялись саморегуляцией, пришли в норму, продолжили делать, чем занимались. And because of the actions of the child may be more intense, we and the parent needs to remain calm. We don't want to lose it. We can't teach it. We lose it. Да, нам нужно обучать детей самим оставаться спокойными, научиться этому. And the last one here for number 3 is really important. И третий пункт, последний здесь, очень важный. We want our parents to always be thinking about what are the sensory environmental issues here. А также нам всегда, как родителям, нужно задаваться вопросом, какие сенсорные проблемы могут быть у ребенка в этом окружении. When we had foster children, getting ready for bed, transition time and routine was very important. Когда мы учили своих детей, которые были у нас на опеке, ложиться спать, график в этом переходном периоде был очень важным. And if we had loud music going on and bright lights before bedtime, Там иногда громкая музыка, яркий свет и перед тем, как ложить в постель детей, бывали. it was like herding cats to get kids into bed. It was like herding cats to get kids into bed. Окей. Cats are better, dogs are easier to herd. Ну, It's like gathering cats and putting them in a organized pattern to get them into bed. это как, типа, знаете, выстроить котов в какой-то там порядок. Вот, приблизительно это же было для нас, укладывать детей спать. То есть очень сложно организовать их было. Very difficult. Очень трудно. So, checking for sensory issues. Now, what the sensory issues here? Bright, lights are too bright, Какие сенсорные проблемы тут есть? Слишком яркое освещение, music is too loud, музыка слишком громкая. and what it does is accelerates emotions, Это все возбуждает эмоции, and it's not a calming environment. и это окружение абсолютно не успокаивает. So we want parents to be always thinking about this child, this environment, this child, this environment, this child, this Поэтому environment. нам всегда нужно думать, у этого ребенка такое окружение, у этого ребенка такое окружение, у этого такое. How do they react? How do they respond? And what do I need to do to adjust the environment for this child? Как они реагируют, как они отвечают на это окружение, и наша ответственность это подстроить окружение под ребенка. And structured in going from 4 is a level of engagement that is no nonsense. А также важно помнить о уровне взаимодействия. Number 1, we're going to take charge right now. Во-первых, мы сейчас беремся за дело, We may say no. мы можем говорить нет, We may say stop. мы можем сказать остановитесь. Because safety and protection is the key. Да, если вопросы безопасности, да, мы можем So сказать now, нет, потому что безопасность My это group основа of 3 всего. that normally fight, И сейчас 3 девочки, которые обычно дерутся, Anastasia is ready to throw a punch. Анастасия уже замахнулась, чтобы ударить. It's no more. She's going to come to me. So where we are is to say stop. И уже очевидно, что она не собирается сейчас идти ко мне. You two Поэтому go there. мне нужно сказать стоп. And Вы you come идете with me. туда, Анастасия, ты идешь сюда, ко мне. All right. So it's taking charge, ensuring safety, То есть, если вопросы касаются безопасности, мы отвечаем за них. Мы and then главное. I can go with Anastasia И потом я могу отвести Анастасию and begin to bring it down, soften the environment, и попытаться успокоить ее, смягчить окружение. and then do some life space engagement. Where are we? What's happening here? И немного разобраться, да, с тем, что происходит. Что такое? Почему Make это sense? происходит? Понимаете, да? All right. Questions, Есть ли вопросы? comments, Замечания? questions or comments? Вопросы или комментарии? Ну, все очень впечатляет, такое практическое и простое It seems to be very practical. So I I'm hope so. impressed. Yes. Да, надеемся, что это практично. And that's what our families need. И вот в чем нуждается наша That's what they семья. need. I mean, you're the therapist. You're going to do the play therapy. You're going to do the art therapy. You're going to do the counseling. То есть, We have to put those kinds of activities in the hands of the parent that are not the therapies, but they are то есть
good strategies. Вы занимаетесь терапией, да, и вы проводите какие-то игровые терапии, разные типы терапий. Но что очень важно, чтобы все эти активности, которые хорошо подходят вам, потому что вы специалисты, вы передали в ясной форме в руки родителей, которые специалистами не являются. A therapist gets a child for 1 hour. Потому что специалист может позаниматься ребенком час. The parent has the child for the other 23 hours. Родители же проводят с ребенком остальные 23 часа в сутки. And they need something that they can do, И им that they нужно actually can't do. понимание, что они реально могут сделать, родители. All right, so what we're going to do, I'm going to turn over to Lynn here. Что у нас идет дальше? Oh, you've got a bad, okay, I should fix this one. Let me fix the PowerPoint real quick. Сейчас немножко поправим презентацию. What are you going to do? There's this one, the psychological presence, I just need to fix this. Let me fix it. Out of that one, it has to change. That's better. There we go. This is the psychological presence, the slide is up. There you go. That's better. Oh, much better. All right, can I have a volunteer to read this quote? Хорошо, может кто-нибудь прочитать эту цитату? Wrote out. Кто-нибудь прочитайте цитату. Влияние психологического присутствия. Символическое существование личности согласно тому, что ее воспринимают члены семьи таким способом, который влияет на мысли, эмоции, поведение, идентичность или единство остальных членов семьи. Доктор Дебора правильно. Psychological presence. I got a room full of psychologists, right? Да, у нас тут целая аудитория психологов. You get it, Наверное, вы поняли, про что тут. right? Правда? Yeah. She doesn't seem to be really clear. Yeah. Okay. Обратную связь, что как So it's воспринимают, perhaps like a response. So how... как, то есть, Может быть, перевод немножко не да? Символическое существование личности есть то, как ее воспринимают, наверное, так, да? как обратную связь, как вот меня воспринимают окружающие. Давайте я попробую перевести символическое существование личности, восприятие других членов семьи – это то, что влияет на мысли, эмоции, поведение, идентичность и единство остальных членов семьи. То, как меня воспринимают, влияет на мысли, эмоции, поведение и как бы остальную семью. That's not a good translation. So, but another this online. Can I explain it? Yeah. Can we explain it? Давай сейчас они объяснят. Let me explain it. All right, I'm a foster child. Я ребенок на опеке. My papa is in prison, Мой папа в тюрьме. and my mama was killed by my papa. И папа убил маму. That's why he's in prison, okay? Поэтому я сейчас в тюрьме. So I go to bed at night, Поэтому, когда я кладусь спать, and I dream of mama. и мне снится мама. That's psychological presence. She's Это there, I see her walking психологическое into my room. присутствие, она здесь, я ее вижу, я ощущаю ее близость. I remember her. Я помню ее, I remember she smelled good. я помню, как она пахла, мне это очень нравилось. So now, maybe it calms me, И, возможно, это меня успокаивает, okay? Or maybe it makes me sad, или, наоборот, это меня or расстраивает, maybe it makes me angry. или от этого я злюсь. But the psychological presence of my mama, always in my mind, Но психологическое присутствие мамы у меня в голове has an impact on me forever. влияет на меня, и это влияние, I may never see her навсегда. again. Возможно, я ее никогда не увижу. You may never talk about her, Возможно, никто не разговаривает никогда не but будет. I know she's there. Но я знаю, что она там.
Okay, that's a psychological presence. And it doesn't even matter, I mean, even babies То есть даже младенцы can have a psychological presence. могут иметь это психическое birth family. присутствие своей семьи. So as they grow older, they don't remember the mama, they don't know her face, they don't remember anything about her because they were infant when they То were есть, removed. подрастая, они могут не помнить имен, они могут не помнить лиц, потому что они были очень маленькие, когда они были But they младенцами. know they had a mama that birthed them. Но они знают, что у них есть мама, которая их родила. So now they make her up. И сейчас она снова появляется, они возвращают ее к жизни. My mama would have been so kind. Моя мама была такой доброй. I wonder what they did to her to make her give me for adoption. Интересно, что же они с ней сделали, чтобы заставить ее отдать меня на усыновление. So the child can make it up. То есть ребенок может это придумывать. Always question and always wonder, but that's psychological presence. То есть всегда возникают с этим вопросы, но вот что значит So, психологическое присутствие. Is this a bad translation? Perhaps not the best one. Not a good translation. Okay, well, we'll keep that in mind. Okay, and Bad. we think of our own experience with our own adoptive dog. Когда мы думаем о том опыте, который у нас был с нашей приемной We дочерью, know the mother was an alcoholic, мы знали, что ее мать couldn't look after the child. Она отказалась от ребенка. But after we had her for a few years, Но когда она пожила нас несколько лет, she'd say, "You are so mean. она говорит: Руби. Руби, ты такая злая, My mama was so good to me. а моя мама была очень доброй. We used to sit and play tea and have, playtime together." Мы с ней сидели и игрались. Psychological presence. Психологическое присутствие. Okay? That's with her. She could make it up. Возможно, она это придумала. It wasn't real, Этого на самом деле не было. but it was real to her. Но для нее это реальность. Okay? And as a birth parent, or as an adoptive parent, you've got to live with the child's psychological presence. You have to be able to deal with that. И будучи приемными родителями, вы должны понимать, что вам придется жить с этими психологическими присутствиями, и вам нужно понимать, справитесь ли вы с этим. It might be a question or comment there. Нужно ли поддерживать это их мифическое представление? Или все-таки при возможности нужно показывать реальность? Okay, should we support this let's say fantasy, or we should show them the reality? What is best for kids? There's a balance there. Нужно искать баланс. We're looking in the best interest of the child. То есть мы думаем, что будет лучше для ребенка. As we allow them time to grow И по мере того, как они растут, and mature, взрослеют, when they're ready. когда они будут готовы, After Sherry got older когда Шерри выросла, enough to make her own decisions and leave home, достаточно, чтобы принимать самостоятельные решения и жить самостоятельно, she went back to live with her birth mother. она потом вернулась и жила со своей матерью биологической. She was able to deal with it. She realized she could come to terms at that point. В тот момент она поняла, что она может с этим справиться, что это нормально. But when she was 14 or 15, she could not. Но в 14 или 15 она бы не смогла. She had to become 21 and 22 before she could, and then she realized at that point, and she could move forward. So, Ей пришлось даже, 21-22 года было ей, когда она поняла, что она может это принять и жить с этим. it'll be different for every child. То есть от ребенка к ребенку это будет отличаться. But the thing is, we don't deny that existence. We learn to help them live with that existence. And if it's a fantasy, that's okay. Но дело в том, что мы должны научиться жить с этим их представлением. Даже если это фантазия, это нормально. Because of the trauma, we want to keep them healthy. Потому что, несмотря на пережитую травму, мы хотим, чтобы они были здоровы. So we see that impact. Поэтому мы видим это влияние, воздействие. They carry that psychological presence with them. Они несут это психологическое присутствие вместе с собой. Even if they were as young as male. Remember, male, only young, no language. Да, даже если они были такие маленькие, как мальчик, которого мы смотрели, который еще разговаривать не умеет. They're going to carry that presence of the absent mother
with them. Они будут нести это присутствие реально отсутствующей мамы вместе с собой. Because they spent 9 months with mama. Потому что 9 месяцев они провели с мамой. It's there, it's real, Они были там, это была реальность, and it has an influence. и это влияло на них. So, I want to talk a little bit, I want to traumatize you again. You ready? Не хочу, не снова вам травматический опыт принесу. Готовы? No snakes this time. На этот раз без змей обойдемся. It's going to be worse than snakes. Это будет что-то похуже змей. Okay. I want take one and Возьмите, пожалуйста, по pass it одному back, and then I'll give you и your передайте, instructions. да. Возьмите по одному экземпляру и передайте дальше. Does everyone have one? У каждого есть. Now you'll see there's 7 different tabs here. Тут 7 разных граф. And each tab represents one thing that's important to you. We're talking about you now. И сейчас мы будем говорить о вас. И каждый из этих вкладышей говорит о чем-то, что важно для вас. It could be one thing, Это может быть что-то одно, one person, одна вещь, один человек or one place. или одно место. So I want you to identify seven different things according to the tab. Поэтому я попрошу вас определить 7 разных вещей, предметов, явлений согласно вкладышам. And on that tab, И на этом вкладыше I want you to write whatever that one thing is. напишите это одно. Что это? So if it says one significant person, Например, если значимый человек написано, или put the name of that person. значимая роль, возможно. A significant role, whatever that is. Да, то есть что тут есть, напишите, пожалуйста, для вас. Конкретную вещь, да? A significant place, maybe where you grew up. I don't Значимое know. место, возможно, там, где вы выросли. One thing on each tab, so you will have 7 of these. То есть на каждую вкладку напишите, пожалуйста, по одному ответу. Okay, I'll give you a few minutes to finish that. On the tab, write it. Пару минуточек запишите, пожалуйста, на каждом вкладыше свой ответ. How does that feel? Как вы себя чувствуете? Что вы ощущали? Затруднения ощущали каждый раз, когда нужно было давать. Each time. Отрезали кусочек себя. So we're like cutting out a piece of myself. Сначала тяжело, потом даже сон. You know, perhaps in the beginning it was really difficult, but then I felt free. You know, it became easier. Now, I want you to understand that I gave you the choice. Вы должны понимать, что я дал в этой ситуации вам выбор. And most of the people Большинство людей picked a relationship выбрало отношения. to keep. Да, это то, что мы сохранили. Picked a person to keep. Человек, да, отношения с человеком. Now, I want you to think about the children. Подумайте о детях. They had no choice. Как правило, у них нет выбора. No one gave them the choice. Никто не дает им выбора. And it was taken from them. У них просто все забирают. No choice. Никакого выбора. We feel bad just doing this exercise. Нам некомфортно, нам плохо просто потому, что мы упражнение сделали. And we want to think about our children. Давайте подумаем о детях. And how can we help them? Как мы можем им помочь? And part of what we need to do in helping them И часть того, что нам нужно сделать, is supporting them помогать им, поддерживать их, for positive relationships, поддерживать их какими-то положительными отношениями, ask a lot of questions. задавать им больше вопросов. You're going to see that this very much follows this pattern. Мы можем сказать, что это вот по этому шаблону идет в принципе. Ask a lot of questions. Задавайте много вопросов. Encourage them to talk. Ободряйте, поощряйте ребенка, чтобы он говорил. Help the child with new connections, with new Помогайте relationships. ребенку обретать новые связи, выстраивать новые отношения. Sit with them, play games with them. Посидите с ребенком, поиграйте с ним в игру.
If there's a grandparent, babushka, dedushka, Если есть бабушка, дедушка, encourage them to keep those relationships. попытайтесь вдохновить бабушку и дедушку тоже поддерживать эти отношения. And then the last thing that's on the list is a life book. И последнее, по порядку, но не по значению, это начните вести книгу жизни ребенка. How many teach the parents about life books? Кто обучает родителей тому, что нужно вести книгу жизни? You're familiar with that. То есть вы знаете, да, про что речь идет? And it can be a challenge Это может быть непросто, because we often don't have a history for the child. потому что очень, как правило, у сирот и истории, нет. You know what we did in a small orphanage in Kyrgyzstan? Вот что мы делали в маленьком детском доме в Киргизстане. It was just 23 children, Там всего 23 ребенка было, and they didn't have any life books. They didn't understand life и books. у них не было вот этих жизненных книг, они не понимали вообще, что это такое. So we wanted to introduce life books into that orphanage so each child would have one. Поэтому мы пытались привнести эту идею в этот детский дом, чтобы у каждого ребенка была эта история. So we had to get creative. Поэтому нам нужно было придумать что-то такое творческое. So we asked for people to send us pictures of Kyrgyz babies. И мы попросили людей, чтобы они прислали нам фотографии малышей киргизских. Between the internet and people, we got about 500 pictures of different Kyrgyz babies. Благодаря интернету нам прислали около 400 фотографий малышей So киргизских. I got them on the computer, Мы загрузили их на компьютер, and one child at a time, we would sit, и we would look at the pictures. мы ребенка подводили ребенка за ребенком по одному, And I would ask the child, мы показывали им фотографии и говорили, does that picture look like you? а разве это не похоже на тебя? Нет, Нет. нет, нет. Or maybe picture 89. Oh! И может быть, не знаю, на 89-й The child would say, that looks like он me. говорил, вот этот похож на меня. So I would send the picture to the printer. И я отправлял фотографию на печать. And that child would go there, I would take that picture out, and I'd start with another child. И мой ребенок шел, забирал эту фотографию, я из списка эту фотографию убирал. So they all ended up with a book with a baby picture. То есть в итоге у них, у каждого We started their life book. получилась фотография, где с младенцем. And they Таким knew образом мы it начали wasn't историю. them, but it looked like them. They picked it. Они знали, что это не они на самом деле, но это кто-то, кто был для них очень похож на них And самих. they were so happy. И они были так They рады. go around with the book, look, look, look. И See. они хотели, показывали, смотри, смотри. And it started it. И это запустило процесс. It started a history, Это был старт истории. which then we could add birthdays and parties Куда and other потом мы могли pictures. добавить какие-то дни рождения, праздники, другие фотографии. What's it all about? Что в центре этого? Connection. Связи. Connection. Связи. It's about a past, about a history. Прошлое, история. You're important. Вы важны. That's what that book says. Вот о чем говорит нам эта книга. You have a history. У тебя есть история. You are special. Ты особенный. There's only one of you. You're unique. Такой, как ты, только один, ты уникален. And look how excited we are to be able to share that. Посмотри, насколько мы рады, что мы можем с тобой этим делиться. It's all about connections. Да, вся суть в связи. Yes? Связях. Wow. Okay. Хорошо. All right. So, It's lunchtime. Время обеда. already? We don't need to eat. Уже, походу, обед не нужен сегодня, правильно? Нет. Okay. So, bon appetit. Смачно есть. All fueled up. Ну что вы, заправились? Lunch is like filling your gas tank. Знаете, обед это что-то типа заправка нашего внутреннего бака. You have lots of energy. Должно быть много энергии. So don't fall asleep. Поэтому не засыпайте. Not yet. Пока еще рано. Okay, we were just talking about connecting. Мы говорили о выстраивании связей. And I want you to turn just one more tool to page 55. 55-я страница, еще один инструмент. It's a connecting principles survey. Связь. Окей. Опросник, принципы связи с ребенком или контактирования с ребенком. Yeah, I think that's it.
That's all, is that, and so it's highlighted, okay. I don't know. Yeah, is that what you're saying? 1 to 9, it's got the right number. I guess perhaps it was just moved. So just like this table is. This Okay, format. over here, yeah. Yeah. It's nice. Тут, наверное, немножко поехала верстка. То есть вы мысленно эти цифры подставьте под, то есть границу не видите. Okay, now this survey Этот опросник applies especially to those working directly with children. особенно подойдет тем, кто непосредственно работает с детьми. So this is an excellent survey to give parents or caregivers. Это очень хороший опросник, который вы можете дать опекунам или родителям. And you could have it made bigger, like a poster, and they could put it up on the wall at their home. Их можно даже увеличить, распечатать в большем формате и повесить в качестве плаката на стену в доме. Because each one of these is a reminder of what they should be doing to make a connection. Потому что каждый этот пункт своего рода напоминание о том, что они должны делать, чтобы выстроить связь с ребенком. Say number 2, I make eye contact, good eye contact К with my примеру, child. второй вариант. У меня хороший визуальный контакт с моим ребенком. That's just a good reminder. Это хорошее напоминание. You can go down through the others Или идем дальше. and all the way down night. So Ну, короче, все эти пункты хорошо о них помнить. if you're not working directly with children, this is a tool to give those who are caregivers, adoptive parents, foster parents. Если же вы сами непосредственно не работаете с детьми, то это хороший инструмент, который вы можете передать опекунам или родителям. Okay? Any questions about it? Можно уточнить? So there's a clarification with the third point. Which one? Number 3? Что значит соответственно? Да. So When I'm connecting with my child or communicating, I'm matching. What does it mean match? Okay, it's usually a reflection of their behavior. So if there's the child sitting on the floor, I will sit on the floor. If the child goes like this, I'll go like this. То есть мы отражаем их поведение. If the child is sitting over, I'll sit over. Если If the child ребенок wants to put сидит, their arm, I'll do the same thing. ребенок сидит на полу, мы садимся на пол, ребенок закрыт, мы не знаем, как закрыт, закрываемся ли мы. То есть мы повторяем, мы постараемся, In a casual kind of a way. то есть делаем это неформально. I match what the child is doing. То есть я стараюсь соответствовать тому, что делает ребенок сейчас. So if the child is sitting, I'm not going to stand. А поэтому если ребенок сидит, я не буду стоять над ним нависать. I'm going to sit. Я тоже присяду. If the child is on the floor, I'm not going to sit, I'm going to get on the floor. Если ребенок на полу сидит, я не буду садиться на стул, я тоже сяду на пол. Okay, so it's kind of like a mirror. То есть своего рода такое зеркало, да? Отзеркаливание. Without being silly, but it makes the person feel comfortable. Не переходя границу здравого смысла, вот, пытаемся соответствовать ребенку. Okay, and when you make eye contact, Когда мы устанавливаем зрительный контакт, it's important that you don't stare. очень важно не пялиться на ребенка. Yowie! No. Eye contact is brain contact. Зрительный контакт — это связь мозга двух людей. 3 to 4 seconds, 3-4 секунды, I look around, осматриваемся вокруг. that tells me I'm connecting. You can connect То that есть way. мы сообщаем, что мы можем таким образом тоже связываться. Eye contact is brain contact. Зрительный контакт — это контакт между мозгом. And if I don't have eye contact with you, Если у меня нет зрительного контакта, I have no idea то я и понятия не имею, if I'm getting the message to you. доходит мое послание до собеседника или нет. Same with the children. Также это работает с детьми. We don't want to get into staring, Нам нужно не скатиться к тому, что мы просто вылупились на детей, but I need to connect with your eyes every once in a while. но время от времени мне нужно находить этот контакт глазами. Parents especially Особенно родители have a tendency to lecture. имеют определенную склонность к читанию лекций или нотаций. У нас это называется вынос мозга. Хорошо. It's like we call this like mind-blowing experience. Yes. And within about 10 seconds, the child's ears go woof. Да, 10 секунд ребенку нужно, чтобы его уши закрылись. That's why life scripts are short. Именно поэтому вот эти правила ценности жизни, они очень короткие. We need to teach the parents short messages. Нам нужно научить родителей передавать очень короткие сообщения. And the eyes tell me if I connected.
а глаза подсказывают мне, есть ли у нас связь, слышит ли меня. Okay? Понятно. All right. Хорошо. You can have a turn. All right. Okay, before we move on to the next skill, by the way, we are on skill 5, not 4. Прежде чем мы пойдем дальше, мы уже, кстати, на 5-м навыке, не на 4-м. Yeah, building relationships, making connections here. It's magic. Сюрприз, фокус, чудо. What happened? I don't know. It's so dark. Okay, so what we're going to do, if you turn to page 56. 56-я страница. You'll see that there are 10 behaviors. Вы увидите, что здесь есть 10 типов поведения. And remember, we always want our families to begin to think of what are the needs and what is the meaning behind the behavior. И помните, мы всегда, помним сами, обучаем наши семьи задаваться вопросом, Looking at this. что говорит поведение, какая потребность стоит за ним. And what you have there, you have 10 behaviors. Есть 10 типов поведения. And I'm going to ask you to work at your table and to determine what do you think might be the underlying need or the reason and meaning И behind that снова behavior. попрошу поработать вас за своих командах за столами и попытаться определить для каждого этого типа поведения, какая основополагающая потребность стоит. This side, you're going to start with number 10 and go up. Вы, вот эта часть аудитории, начинаете с 10-го поведения и идете вверх. Okay, and you're going to start with number 1 and go down. Вы же начинаете с 1-го и идете вниз. Okay, spend a few minutes. We'll get them all covered this way. Наверное, у вас пару минут. Надеюсь, что все мы их так закроем. Okay. Начнем с 1-го. Над 1-м работала эта часть аудитории. And I'm going to start with this table here. Начнем с 1-го стола. So the child is really not accepting hugs. Ребенок не принимает объятия от вас. So what might be the child thinking, feeling? What might be the underlying need? What did you come up with? Какие чувства могут за этим стоять или какая потребность? Какие у вас есть идеи? Значит, когда ребенок вырывается из объятий взрослого, да, возможно, ребенок хочет, чтобы уважали его личные границы, то есть границы тела. Если То есть, если эти взрослые, которые обнимают, предположим, не установили с ним контакт, недостаточно близкий. Yes, yes. Но и также этот физический контакт может у ребенка ассоциироваться с физическим сексуальным насилием, которое было в его прошлом. Experience of sexual, physical, or any other kinds of abuse. Good, good. So what would you say the underlying need might be then? В таком случае, какая потребность лежит вот за этим And поведением? we don't know, but we're just looking at, if we're a detective, what might be То the есть need. мы не знаем, наверняка мы как сыщики пытаемся определить ваши варианты. Здесь потребность безопасности. So it's about security. Yeah, absolutely, absolutely. Safety and security. Doesn't feel comfortable. Он не чувствует себя удобно в этом. Да. Now, I want you to also think of something else. Our next module, we're going to start on module 2, is talking about sensory issues. Но также хочу, чтобы вы думали еще об одном моменте, держали его в голове. Следующий наш модуль, второй, он о сенсуальном восприятии. Could there be a sensory issue with a child pulling away from a hug? Поэтому тоже вопрос, могут быть ли какие-то особенности в сенсорном восприятии у ребенка, который уходит Exactly. What might it be? Может быть, Let's just- какого рода особенности What это kind могут of быть? sensory things might be problematic? So, hypersensitivity. Very sensitive to touch, absolutely. Might not be able to deal with any kind of confining space-wise, so То feels есть confined. любое ограничение пространства может для ребенка быть дискомфортным. Remember the little girl in the video Помните маленькую девочку на видео, that was obeyed first time? которая с первого раза училась слушать? Do you remember her? Maybe you remember in the video. Obey first time, come in when you're called, obey first time. То есть слушайся сразу, и девочка должна была подходить, когда ее только зовут. She's extremely smart. She's the top of her class. She's brilliant. Эта девочка очень умная, она самая умная в классе. If I would go like this to her, Но если я вот так и сделаю, oh, вот такой будет it would реакция. hurt. Ей будет больно. If I say to her, Zhenya,
Если скажу ей: Женя, can I give you a hug? Можно я тебя обниму? Yes. Да, пожалуйста. В обушку. So I give her a hug. Я обнимаю I ее. can squeeze her tight, Я могу ее, прижать к and себе. it doesn't hurt. Ей, это ее не ранит. But if she's surprised by any kind of touch, Но если какое-то неожиданное прикосновение, there's pain. ей буквально больно. It's a sensory issue. It's То very есть это interesting. вопрос сенсорного восприятия. Okay, good. Good job. Good Хорошо, job. молодцы. Okay, let's do the second one. We'll go to the Давайте second group. второй стол, второй пункт. The child approaches strangers inappropriately. Ребенок принимает чужих людей несоответствующим образом. Это может говорить о том, что он испытывает потребность в постоянных контактах. То есть несоответствующим образом, как мы поняли, это может быть как избегание, так и наоборот приблизиться желание ко всем. То есть вот эта потребность в постоянных контактах. Right. Right. В значимом взрослом. Right. So we look at the need may very well be. We don't know. We're always guessing, right? Because we can't know for sure. То есть, опять же, нужно помнить, что мы всегда пытаемся просто угадать. Мы никогда не знаем наверняка. Based on our data bank, things that we know about children, Но основываясь на том, что мы знаем о детях, it appears that it could be that this child might be needing some kind of connection. похоже, что, возможно, у этого ребенка есть потребность в каких-то отношениях, в связи. Okay. Anything else anybody would add with number Еще, one может or быть, number что-нибудь two? прокомментировать по первому или Либо второму он пункту? наоборот, вот как девочки говорили, испытывал сексуальное насилие. Perhaps he experienced some kind of Либо sexual Yes. и у него страх Yes. перед he другими has людьми. fear Right. of people, others. Yes, exactly. So the inappropriate approach of adults is based on some of that fear. Absolutely. Да, очень часто неадекватное поведение в отношении взрослых вызвано именно таким страхом. Absolutely. Good. Very good. Good. Хорошо, Good. очень Okay. хорошо, Number спасибо. 3. Let's go to the table behind. Последний стол, пожалуйста, можно третий The пункт. child becomes angry very quickly. Быстро злиться. Ну, на наш взгляд, быстро злиться это So he becomes скорее он angry easily как сказать, не чувствует себя в because he безопасности, doesn't feel safe. он стремится привлечь к себе внимание, от эмоциональности его, от чувства страха он просто не может контролировать свои эмоции. Ему никто не объяснял, что с ним происходит, то есть он их не может проанализировать и сдержать, чтобы успокоить свой страх и высказать или свое желание, или требование, ну, или привлечь внимание к себе. Это часто дети, которые вот были пренебрегаемые или с неадекватным поведением родителей. Они то их жалеют, ласкают, то кричат, агрессивно на них реагируют. И поэтому вот эти вот реакции такие вспыльчивые и злость. That's why Yes. unstable Okay. behavior and Yes. Ну, в Yes. дополнение, если говорить еще, что, скорее всего, возможно, и психотравмирующие обстоятельства, они повлияли на его гормональный фон, и уровень сахара в этом случае нужно контролировать. Он бывает очень низкий, и от этого могут быть такие тоже реакции. Yes. So Yes. even Absolutely. biological That's good. changes. Absolutely. So there could be many, many reasons of why this child escalates quickly and То easily есть into может быть anger. множество причин, почему этот ребенок резко злится. But we look at the underlying need and we say, okay, I need to start strategies with this child relative to what I think might be. Но что мы делаем? Мы пытаемся предугадать, какая потребность за этим стоит, и тогда мы говорим, окей, какие стратегии я должен попробовать, чтобы поработать с этой потребностью, которую, как я предполагаю, лежит в основе этого поведения. One thing we know for sure, we can be absolutely accurate, this child needs to understand emotional regulation. Один вопрос, который бесспорный, мы его понимаем, этому ребенку нужно учиться понимать свое эмоциональное состояние. Absolutely, we know that. То есть это мы знаем Then, наверняка. beyond that, what are the triggers? Потом, какие у ребенка есть триггеры? And I like the two ways you've looked at it. You looked at it from the biological
И мне очень нравится, что вы посмотрели с двух позиций на это, со And you стороны look at the биологии experiential. и со стороны опыта ребенка, And переживания. it could be either one of those that's triggering some of this И going on in the то, и child. другое, или что-то из этого может быть этим So триггером. there's a lot to be discovered, but very good, very well done. То есть там еще придется во много покопать, но очень классно началось. Okay, Спасибо. group back here, you have something to add? Уже на эту сторону Нет, переходим. на третью. To number 3? Дополнить. Может ли это быть отсутствие права голоса ребенка? Когда ему не дают Oh, говорить, yes, absolutely, Да, absolutely. конечно. может. Yeah. И тогда он как бы все время злится, потому что он не Свою высказывает. точку зрения не высказать. Right, exactly. So he's come to the place he's frustrated, and the frustration comes out in anger. Да, то есть ребенок Absolutely. приходит к ступени, да, когда он фрустрирован или разочарован, и это уже такая неадекватная злость постоянно. I like what you've just done with this, and I want to point this out. И мне очень понравилось, что вы сделали, и хочу это подчеркнуть еще раз. If what you're doing is try to apply, you've applied differential assessment. То, что вы делаете, вы проводите дифференциальную диагностику, дифференциальную оценку. So when we're helping our families to understand the reason behind a behavior, Когда мы помогаем семьям научиться определять потребность, стоящую за поведением, one of the things we need to do with them as well is to help them to expand their thinking. что мы должны помочь сделать им? Мы должны учить их расширять свое мышление. And to look through many different lenses of what could be going on with this child. Учить их смотреть через различные призмы на то, что происходит с ребенком. Not just through trauma, but let's look through other medical issues. Не только через призму возможной травмы, но также Let's через look through development, особенности медицинские, особенности в развитии, sensory. возможно, сенсорное восприятие. So looking at it from a lot of different ways. То есть проблема смотрим с разных позиций. По возможности. Sometimes parents feel Иногда родителям кажется, that this is the child's behavior to get even with them, to be in some way oppositional to what the parent wants or needs. иногда кажется родителям, что ребенок ведет себя таким образом, чтобы противопоставить себя потребностям родителей. And remember, often what the parent thinks is that this behavior is a behavior that's bad or good. И мы должны помнить, что очень часто родители воспринимают поведение в категориях «это плохое поведение, это хорошее поведение». And the purpose of this document, to work with our parents, this particular handout, is to help them think bigger than that. Но для чего, какова цель этих материалов в принципе? Мы должны помочь родителям мыслить более широко, более глобально. All behavior has meaning, and every behavior is speaking to us. В любом поведении есть смысл, любое поведение о чем-то сообщает, говорит So, нам. very good. Good differential assessment. Очень хорошо, on time. чудесная Okay. дифференциальная оценка. Спасибо. Table in the back, please take number 10. Переходим сюда. 10-й, пожалуйста. Can't sleep. Не может ребенок заснуть. Страх, да, в первую очередь, это ощущение небезопасности. Возможно, уже просто тревога от какого-то предчувствия события травматичного, да, то есть что-то воздействует настолько сильно, что является раздражителем, как на уровне ощущений, так на уровне поведения родителей. Да. Безопасности и снижения Татьяна? Соответственно, потребность в безопасности у ребенка. Снижение. Уверенности, да, состояние такой уверенности, спокойствия. Yes. Safety and security, exactly. Great. Great. When we look at this, I mean, think about this, children are like us in this way, we're like children. When we put our head down to go to sleep at night, И тут нужно сказать, что все мы немного похожи на детей. Когда Our мы ложимся спать, что происходит с нами? are still working. Мозг наш продолжает работать еще. And the children that we're working with, their minds are going back to all kinds of things, their early life experiences and their story. В случае с детьми их мозг тоже работает, он часто возвращается к опыту, который они переживали ранее. It's quite common for children to be afraid at night. Поэтому это распространено, страхи ночные среди детей That очень we work with. распространены. It's quite common for them to have night terrors.
кошмары, dreams that are really scary dreams. Сны, которые их очень пугают. Okay. And so when we begin to look at this, one of the things we have to recognize is that there could be a medical condition here. Поэтому, когда мы думаем об этом, важно понимать, что, возможно, здесь есть какие-то медицинские аспекты. It could be related to nutrition, or what they're eating or what they're not eating. Это может быть связано с питанием, что дети едят или чего они не едят. And one of the things we know is that children need hydration, nutrition, and activity every 2 hours. Но также, что мы помним, детям нужно пища, питье и активность каждые 2 часа. And if a child goes to bed hydrated, И если у ребенка обезвоживание, often they can't sleep. часто они не могут заснуть. So if they have hydration, То есть, если у них недостаток воды, so parents many times will not give kids liquids because they don't want them to wet the bed. И часто родители не дают детям пить, чтобы те не обмочились. But we need liquid, we need water to sleep well. Но всем нам нужна жидкость, чтобы мы могли нормально спать. So it's interesting, isn't it? То есть, It's an интересный баланс interesting получается. dynamic. So it's really looking at sleep. I have to tell you one story of a young child that had been sexually abused. История интересная. Ребенок пережил сексуальное насилие. And she was placed into this foster family. It was their first foster child. И девочку поместили в опекунскую семью. Она была первым ребенком взятым на опеку. And they wanted her to feel safe. И родители хотели, чтобы девочка чувствовала себя в безопасности. They told her she was safe there, nobody would bother her, she was going to be she had been sexually abused, no one's going to touch her. Они сказали, что не волнуйся, здесь тебя никто, здесь ты в безопасности, никто тебя не будет трогать, никто к тебе даже прикасаться не будет. Okay, we're looking at skill number 2. То есть мы смотрим на второй навык. Did she feel safe because they told her? Ощутила ли она безопасность просто потому, что ей об этом рассказали, что можешь чувствовать себя? No, absolutely not. When they would put her to bed at night, when they first got her, когда только она пришла в семью и не her укладывали bed was спать, up in the corner of the bedroom. ее кроватка стояла в углу комнаты, It was спальни, against the wall. рядом со стеной. She would go into that corner of her bed, prop up her pillow, Она and забивалась lean back on her pillow. в угол кровати, ставила подушку и подпирала, опиралась на эту подушку. She wouldn't slide down and lay down in her bed. Она не ложилась в кроватке. And she had the light on. Она никогда не палась. And they realized that she's not getting good sleep. Родители заметили, что, ясное дело, ребенок не It высыпается. was affecting her during the day in terms of being tired and being a little bit grumpy. Из-за этого днем она была постоянно уставшая, So раздражительная. they tried everything. Night lights, bigger pillows. Чего родители только не перепробовали. Особое ночное освещение, большая подушка, ничего не помогало. Reminding her, you're safe, you're okay here. Они напоминали, ты здесь в безопасности, здесь They все would find хорошо. her leaning up against that corner all the time. А она же все время забивалась в этот угол. Finally, the foster parents asked her, И, наконец, родители He said that- спросили у нее, we know that you need to lay down in your bed and sleep. мы знаем, что тебе нужно ложиться, чтобы выспаться, ложиться в кроватку. And what would it take for you to be able to lay down and sleep and feel good about going to sleep at night? Что нужно сделать, чтобы ты могла ложиться в кроватке и тебе было хорошо, комфортно? And she said, Она сказала, I need a lion guarding my door. мне нужно, чтобы двери комнаты охранял лев. Yeah, you see? But you know, the zoo doesn't loan out lions. Но знаете, к сожалению, зоопарки на прокат львов не выдают. Not that I want one there, but they probably eat the little girl. But anyway, the issue, you can hear the issue, what the issue is. То есть, по крайней мере, мы услышали, в чем проблема. Her sexual abuse Насилие сексуальное meant that somebody crossed over that door. Для нее связывалось с тем, что кто-то входит в дверь. And that door was scary. И ее пугала эта дверь. So, of course, they can't get a lion. So what they did is they went to a toy store. They didn't know what to do. They thought they'd try this. У них с реальным львом были проблемы. And they Поэтому они bought пошли в магазин игрушек a play toy stuffed lion. И купили игрушечного льва. And then they brought it, what? Well, it wasn't too big, but it was a big Большого. one. Короче, не очень маленького. Lynn said it was a big one. I don't know. They bought one anyway. Короче, купили мягкого And they took it to the little girl and they said, we know
for you to be safe to sleep good at night. Они пришли к девочке и сказали: мы знаем, чтобы ты чувствовал себя в безопасности и хорошо спала You need по a ночам. lion guarding your door. Тебе нужен лев, который будет охранять And дверь на входе в when you go to комнату. sleep at night, when we walk out, we're going to put this lion in your door. И когда ты будешь ложиться спать, и мы будем выходить из комнаты, этот лев, он всегда будет перед And дверью no твоей one's allowed комнаты. to come into your room unless they ask the lion. И никто не сможет войти в твою комнату, войти не спросив разрешения у льва. Now, who is the lion's voice? Who is the voice for the lion? А кто же будет голосом льва? So the girl herself? The little girl herself, exactly. Да, сама девочка. For whatever reason, group, I have no idea how this worked, but for whatever reason, it worked. Я понятия не имею, почему это сработало, но это сработало. They put the lion in the door, Они поставили льва had перед night входом, lights in the room, ночное освещение включили, and put the lion there and asked her to tuck down into bed. She did that and she was able to sleep. они поставили льва, включили ночник, а девочка начала засыпать. When children can't sleep, this is the discovery that we have to make. Когда ребенок не может заснуть, нам нужно что-то понять. What's going on? What happened to them? Что происходит, что раньше происходило, We know they need to sleep. потому что мы знаем, что детям нужно And to спать. sleep a good restful sleep. So then what can we do about it? This is an interesting story. I thought it was a good story. Да, интересная история, поэтому решил Okay, поделиться с we're вами. going to do number 9. This group here gets number 9. Девятый пункт, but it's The in child. Russian it's different, like child steals and hides the food. Oh. Okay, the child steals and hides food. Okay. Да, прячет или крадет еду. У вас так, да? Да. Окей. Ну, мы тоже думаем, что это про постоянство, So perhaps it's, то ребенок испытывал чувство голода, он выживал, он не знал, когда он сможет покушать в следующий раз, и, соответственно, таким образом он продолжает это делать. То есть нету того, что там каждый раз ты будешь кушать. So because he doesn't have this care of security that he will have meal like next time in several hours. Great. And how many of you have experienced that with some of the children you work with? Кто из вас встречал вот такого рода поведение? That is such a common one. Очень обычное, распространенное. Have you ever experienced where children who come from an orphanage don't eat? They don't like to eat anything. Когда-нибудь видели, что дети из детских домов, они ничего не хотят есть? So we see both. We see hoarding, and we see that they won't eat. То есть две проблемы. С одной стороны, дети крадут еду, с другой стороны, дети ничего не хотят есть. One young woman that came to live at our house for 2 years, she and her husband and their daughter lived at our house in Canada for 2 years. Однажды семья, женщина молодая, ее муж и ребенок, их 2 года жили в нашем доме в Канаде. They immigrated to Canada from Ukraine. Они эмигрировали в Канаду из Украины. And their daughter is an adopted little girl from an orphanage. И их дочь, она была удочеренной из интерната. And she's about this thin, and she's like, well, she's older now, she's graduated from high school, but when she came, she was about this thin. Она была вот прям вот настолько тонкая. Сейчас она уже подросла, но тогда только она была очень худая. Her name was Anya. Аня ее зовут. Anya, what would you like to eat? Аня, ты что будешь кушать? Nothing. Ничего не хочу. Tell me what your favorite food is, and I'll fix it for you. Аня, скажи, что ты, твоя самая любимая еда, я приготовлю. What do you like? Что тебе нравится? Nothing. Ничего. Nothing. I thought, wow. Do you know what she really ate most? Bread and butter. Вот что она ела больше всего. Хлеб и масло. Bread and butter. She'd eat bread and put butter on it. И Well, намазывала a маслом. child can't survive on bread and butter. Но ребенок не может жить, когда кушает только хлеб и масло. Right, you would fix things for her, fix nice things, it would be tasty, it would smell good, whatever. И что мы не пробовали, будешь готовить вкусную еду, She что tried интересно bite. придумывать, она пробует кусочек, That'd be it. She wouldn't eat anything else. все, она кусочек попробовала и I больше не said, does хочется. it not taste good? Я у нее спрашиваю, а тебе не вкусно? It's okay. It's Нормально. fine. Normal, yeah. Нормально. But she wouldn't eat. So when we look at this, and this is a common theme as well for some of the children who've experienced trauma. И когда мы начали разбираться с этим, в принципе, это типично для людей, So, для no детей, food. переживших травму, никакой еды Or hoarding food. или только еда.
In our foster home, we've had both. И с нашими детьми Okay, и good другое job. встречали. Спасибо. Okay, let's go to the next one. работа. Let's go to number 8. And what did you have number 8? 8 пункт. Okay, so is restless and constantly fidgety. Беспокоен и суетится постоянно. Ребенок. Да? Ну, мы тут посовещались. Беспокоен, постоянно суетится. У ребенка нет чувства безопасности. Возможно, его что-то раздражает, либо это сенсорное восприятие, либо какой-то триггер запускает в прошлое. Yeah, exactly. So we're really wondering, what is going on in the mind? Мы пытаемся понять, что же происходит в голове у ребенка. And is the fidgety, whatever is fidgeting going on, is that a manifestation of these thoughts just spinning around this child's name? And sensory is a very good place to... Не является ли суета ребенка это проявлением того, что происходит в его голове, и тоже сенсорное восприятие очень важный момент. Because what we know when kids have sensory challenges, Потому что, как мы знаем, если у ребенка есть трудности с сенсорным восприятием, sometimes their mind is going overactive, иногда их мозг становится слишком or активным, sometimes it's underactive. и иногда слишком пассивным. And sensory processing disorder is more of that overactiveness. That's what's going on. И расстройства сенсорного восприятия могут быть ключом. Good job. We don't need to do the rest of them, but what you see here, this is a wonderful discussion opportunity with your prospective adopted parents. Те варианты, что остались, мы сейчас не будем дорабатывать, что мы пытались показать, что это очень хорошая платформа для дискутирования и обсуждения с родителями. So if you apply that to the cycle of need, once they know that, you can go right back to that. So how does that work for you? What do you think might be that underlying need? Поэтому если вы примените вот это к циклу, к кругу потребностей, то это может быть очень хорошим стартом для родителей. Как вы думаете, какая потребность стоит за этим? Take them to the next step. Then what do you think you might do about it? What strategy might you apply? Потом же вы можете поднять родителей на следующий уровень и сказать: хорошо, а как вы думаете, какую стратегию мы можем использовать? That's going to meet that need. Это будет отвечать их нужде. So do you see how we've taken them right away? We've taken them right away from that thought of punishment. То есть, по сути, что мы делаем, да? Мы пытаемся отвести родителей от восприятия через наказание. And now looking at it, when we're talking about food in particular, now we're looking at it as a behavior that is demonstrated because of a need. И мы учим их воспринимать это поведением, которое что-то говорит о And how are we потребности. going to meet the need? И как мы можем восполнить эту All потребность. right, I like it. Мне нравится, что It происходит. really, we're going to change paradigms. И надеемся, что мы сможем изменить парадигму родителей. We don't want children disrupting. This process of disruption happens all too often. Мы не хотим отвлекать детей, сбивать их с толку. Это слишком часто происходит. And whatever we can do to reduce those numbers and to prevent as much as possible, we want to do. Да, ну то есть, когда ребенок из семьи вырывается, да, меняется семья, то есть мы хотим свести это количество к минимуму. An energizer! Let's do it! Кажется, вам нужно что-нибудь чтобы взбодриться. Okay, on your feet. Встаем все на ноги, каждый на своих. Okay. We're going to teach them. Хорошо, кое-чему сейчас Ruby's научим. going to teach you. You're going Руби to вас teach. научит. Нет, Руби вас научит. Okay, here's what we're going to do. Вот что мы сейчас будем делать. Put this on blank first of all. We're going to teach you an English song that has motions. Мы научим вас песни на английском языке с движениями. Easy words. Погнали. Спасибо большое. All right. What we're going to do next is we're going to move to skill number 3. Мы переходим к третьему навыку. So skill number 3 is to help the child know their story. Третий навык. Помогите ребенку осмыслить, понять свою жизненную историю. Skill number 6, I think I said 3. Вообще это шестой навык. Okay. Извините. So when we look at this, children need to have
their story. Поэтому нам, помните, мы говорили, что ребенку нужна своя история. And its completeness. И история эта нужна целиком. And we also know that they need to have a cover story. We talked a little bit about that. А также мы говорили об этом в первый день, им нужна какая-то история прикрытия. So they need something that has it's a message they can give others that they can say that has truth in it, but it doesn't reveal the trauma they've То есть experienced. какое-то послание, которым они могут поделиться с другими людьми, которое будет, оно будет правдой, в нем не будет лжи, но оно поможет не давать лишней информации. And often the children that we work with don't really have good memory for this story, so we have to help them create the story. И довольно часто дети, с которыми мы работаем, они не очень помнят историю, поэтому нам нужно помочь им создать историю. When I look at neutral memory, Когда я смотрю на нейтральные воспоминания and think of events that are neutral, и думаю о событиях, которые нейтральны по своей сути, we often don't remember those. мы очень часто не запоминаем Especially нейтральные children who события. experience trauma don't remember those. А также особенно даже дети, пережившие травму, не помнят обычные события, нейтральные. So if I ask you, Поэтому если я what did спрошу you вас, have for lunch a week ago что вы ели на обед неделю назад, on Wednesday? в прошлую среду, What did you have for lunch on Wednesday a week ago? вспомните? Anybody remember? Кто-нибудь, хоть один человек помнит? Probably not. Нет. Наверное, никто не Unless it was вспомнит. more important than just having lunch. За исключением той ситуации, если это было что-то для вас больше, чем просто обед. So we don't often remember what a neutral memory То есть, как event even was. правило, мы не помним нейтральные воспоминания. Now, what we do understand is that memory is still in our memory bank. А что важно нам понимать, что воспоминание это в принципе у It's нас в голове. there, but it is buried under a bunch of clutter. Но оно завалено просто в голове. It's not in the front of our brain. It's not ready to be retrieved because it's not that important. То есть оно не на поверхности, не в активной части нашего мозга, его нельзя так просто достать. Then we have what are good memories. Потом идут хорошие воспоминания, приятные And we воспоминания. sometimes remember good things. И иногда мы помним хорошие события, And the healthier we are, the more good we remember. и чем выше наше психическое здоровье, тем больше хороших воспоминаний у нас запоминается. I shared with you on day when we looked at the ACE study that I have 7 of the ACEs. Помните, я говорила в первый день, когда мы говорили об исследовании ACE, что у меня 7 пунктов из 10. So I grew up with a lot of trauma. То есть я росла в очень таком наполненном травмами And some of окружении. you probably did as well. И допускаю, что кто-то из вас тоже. But I don't have a lot of good memories. Но у меня очень много хороших воспоминаний, приятных. I have a lot of memories that are traumatic memories. У меня есть много травматических воспоминаний. But were there good things that happened to me when I was growing up? I'm sure there were. Но были ли происходило ли со мной что-нибудь хорошее, когда я взрослела? Однозначно. I was successful in school, I know that. Я хорошо училась в школе, I я was a помню про это. successful athlete. Я занималась спортом, у меня получалось, я помню I это. twirled baton. Sorry. You know, I twirled baton. I don't know who baton twirlers. Like in a band, you twirl a baton. Twirl a baton. Окей, да, крутила, как это называется? Короче, крутили палочку. You got that, huh? Okay. Да, good знаете, motion. да? Anyway, so there were things that, things, activities. Same for you, activities that were pleasurable to you. То есть есть безопасные активности, активности приятные для нас. But I don't have a lot of memories of the exact things that were pleasant in those things. Но при этом в большинстве случаев мы не можем вспомнить что-то конкретно хорошее. And that's our kids. That's our kids. И то же самое с ними происходит. What happens is they remember the painful memories. К сожалению, болезненные воспоминания самые сильные. They absolutely are encompassed by those painful memories. Они просто, на них на всех отпечатки этих болезненных воспоминаний. And those memories, they're ready to talk about them. И они всегда готовы говорить об этих They переживаниях. need to understand them. Им нужно понять эти переживания But they болезни. need an adult who's willing to let them speak about those memories. Но им нужен взрослый человек, который бы позволил им проговорить эти болезненные That's what переживания. you do. Это то, чем занимаетесь вы. You talk with them.
But our parents need to do that as well. Not to drill them or to dig out of them if they're not ready to talk То, about чем it. занимаетесь вы разговариваете с детьми, но также нам нужно учить родителей разговаривать с детьми. Не просто завалять их чем-то, а учиться слушать. But children won't tell their parents anything that they think their parent doesn't want to hear. Но также мы должны понимать, что дети не скажут родителям ничего, что, по мнению детей, может быть неприятно или расстроить родителей. Make sense? Согласны, да? This side of the room, Этой части I'm аудитории going to ask you я попрошу вас to think about this statement. Children are afraid of the dark, but adults are afraid of the light. подумать о следующем утверждении. Дети боятся темноты, а взрослые боятся света. And then answer the question, why are some parents, some caregivers, adoptive parents afraid to talk to their children about their past? И вопрос, почему некоторые опекуны боятся говорить с детьми, разговаривать с детьми о прошлом детей. So you'll talk about that at your tables, okay? Обсудим, пожалуйста, за своими столами. The right side of the screen. I'm going to ask you, Для вас вторая половина экрана. what does keeping a secret do to relationships? Что происходит с отношениями, когда What have мы you seen? и какие-то тайны у нас остаются? Что мы видим? What have you seen with the family? What have you seen with the child? Что происходит с семьей? Okay, Что talk about происходит it. с ребенком? Just a couple minutes and then we'll process. Пару минут, и мы будем продолжать. Много причин. Вот, в частности, следующие. Многие опекуны боятся нанести еще большую травму ребенка, ошибочно полагая, что если разговаривать с ребенком о их тяжелом прошлом, то это усугубит травму, которую была нанесена, и вызовет негативные эмоции. Потом нам пришла еще такая мысль, вы знаете, нам кажется, что многие опекуны просто боятся услышать что-то такое из жизни ребенка, с чем сами взрослые потом не смогут справиться и правильно объяснить. Yeah, exactly. I'm afraid to cope with it. Да, Back here, you got a могут comment бояться as не well. справиться. Что-нибудь еще, может быть, добавить? Ну, в принципе, вот ситуация пугает, то, что они будут бояться информации, что дальше с этим делать, если узнать какую-то историю, которая для нашего сознания очень сложно самим, что в этом возрасте можно пережить такой вид насилия или точно в форме какие-то события, они бывают сами травматичные, поэтому взрослые всегда пытаются в темноту спрятать, поэтому свет не виден. А дети боятся темноты, потому что они совсем осознают и помнят какие-то воспоминания. И пугает, то каких элементов не хватает в этих воспоминаниях, поэтому темноты боятся. Okay, great, thank you. Okay. Еще опекуны могут бояться конкуренции с биологическими родителями детей. Когда дети узнают о том, что у них там была семья, например, ну если они до этого, например, не знали, вот, то может начаться конкуренция, опекуны переживают, что ребенок будет стремиться туда из их семьи, и они ничего не смогут с этим сделать. Right, exactly. Good one. Good one. Good combination of possibilities. Do you know, and I'll come to Rachel in just a second, do you know it's common for adopted parents to want to just forget that the children's past even was there? И есть искушение у всех приемных родителей просто как бы отрезать и забыть о прошлом ребенка. They want to start here. I'm their family now. Им всегда хочется начать с чистой страницы. Все, теперь твоя семья это я. Им всегда помогает. Я не знаю, потому что они, в принципе, мы всегда склонны оценивать субъективно, личностно, биологических родителей. Они знают, что они их осуждают. И знают о том, что так нельзя делать, и нельзя говорить детям плохо. И они тогда лучше молчат. Я не могу ничего им рассказывать, потому что я все равно буду осуждать. And that's a really interesting one because we want to help the parents understand, or the adoptive parents understand. И это очень важно, потому что мы пытаемся помочь приемным родителям понять, that if that child isn't able to love that parent the way they need to and want to love that parent, что если ребенок не способен любить родителей так, как им этого хотелось бы, there's research that says that that child would begin to act like the parent.
Есть исследования, которые показывают, что у ребенка есть искушение начать вести себя как его родители. They begin to replicate the parent. То есть они начинают повторять поведение родителей. So it's really important that our caregivers understand we cannot shut out their past. Поэтому очень важно, чтобы опекуны и родители понимали, мы не можем просто как бы заткнуть прошлое. We need to validate their past. Нам нужно Help them to understand their научиться past. его принимать, понимать. Correct misperceptions where we can. И исправлять то неправильное восприятие, которое может быть. But respect the child in that it is a journey for them. They're not able to jump in that necessarily all at once. Но также уважать ребенка и понимать, что для ребенка это было жизненное путешествие. Он не может просто взять и выпрыгнуть из него так. Okay, let's go to this group. Looking at why the secret keeping, what does it do to relationships? Да, секреты в отношениях, к чему они приводят? Потеря доверия. So, people lose trust. Yes, trust right down the tube. Да, все Нету прячется. искренности, честности. There is no honesty, sincerity. Yeah. И семья всегда живет в напряжении, в тревоге. Родители боятся, что-то, что ребенок что-то скажет. Ребенок тоже что-то придумывает себе. Есть такая метафора, да, все ходят на цыпочках. Никто не может вести себя реально. It's not sincere, so because nobody would like to disturb other. That's right. Good. All good. Хорошо, спасибо. Anything else? Еще, Why может быть, is что-нибудь secret можете добавить? keeping В problem? What чем do you see? проблемы? Может быть, страх еще того, что кто-то вот это не знает, и он расскажет об So этом. also like fear that the secret would not be kept. So if they will know, they will tell someone. И, соответственно, пагубное воздействие там, на ребенка и So also it's взаимоотношения. negative effects kids and relationships. Еще можно продолжить, что когда очень высокий уровень напряжения и тревоги, оно все равно считывается ребенком, и могут быть через тело эти там, телесные реакции, заболевания психосоматики. То есть как-то будет это показывать через поведение или соматику. This mystery could really be felt like physically, so like non-verbally translated to kid, and it can cause reaction of him. Yes, absolutely. All good. All really Да, good. очень хорошие замечания. Спасибо. Let me share with you that many adoptive parents don't want their kids to know that they were adopted. Еще момент. Довольно часто приемные родители не хотят, чтобы их дети знали, что они приемные. Does Belarus have the law of secrecy? У нас есть закон, который защищает It's a real damaging law. Мне кажется, что это очень вредный закон. Because what ends up happening when children are going to find out. Во-первых, ребенок рано или поздно узнает. They're going to find out, and when they find out, they feel violated. И когда они узнают, у них будет ощущение, что их права были нарушены. They feel lied to. У них будет ощущение, что им врали. У нас имеется в виду, что никто не имеет права вмешиваться на курс, когда обучаются усыновители, тайне усыновления, что она не должна существовать. Просто ребенок имеет право сам сообщать тем взрослым, вне семьи. Он решает, может знать то, что усыновлен или нет. Но ребенка с родителем, то есть усыновление как таковое сохраняется. И у нас на самом деле низкий процент, который ее сохраняет. В законе прописано для специалистов, очень неправильно трактуют, для специалистов, не для... Это красиво, что для специалистов А специалисты, кто работает с семьей, чтобы тайна не сохраняется. And specialists work with family trying to explain that they will not protect this. Yeah, I understand that. Понимаю. One of the things that is very difficult is that when a child is older and the family wants to tell the child that they were adopted, they don't know how to do it. Еще одна проблема, что когда ребенок взрослеет, и родители в определенный момент хотят сообщить ребенку, что он приемный, они не знают, как это сделать. Okay. So one of the problems with that is that we then have to help them to how to bring that information into the child's story. It's very difficult. То есть, опять же, наша ответственность помочь родителям понять, придумать, как внести эту информацию в историю жизни ребенка.
It's much easier for the child if they know from the beginning. Намного проще, когда дети изначально знают. Now, there's a book, it's called Telling the Truth to Your Foster and Adopted Child. Есть книга, которая называется «Как рассказать правду вашему приемному». Do you have it here? We've sent it over. We had it translated into Russian. Да, мы занимались ее переводом на русский язык. Jane Schooler's book. Yeah, Jane good. I'm glad you have it. Рад, что у вас So есть when you look at this, we use this in all of our training when we do direct training with foster and adopted parents. Каждый раз, когда мы делаем прямое обучение непосредственно с приемными родителями и опекунами, мы всегда используем эту книгу. And we give them a copy of this book, actually. И мы даже даем им экземпляр этой книги So that they can look at it and look at the implications of telling the truth. Чтобы они могли посмотреть книгу и посмотреть, как влияет правда. So, are you printing the book here as well? И есть печатные копии, да, книги этой у нас, в принципе. It is being printed here. Consider giving it. Do you give it to all your adoptive parents? Вы не раздаете их приемным родителям? So we give them. Perfect. So, perfect. Training. Yeah, that's perfect. It's perfect because it begins to change the mindset. It's going to be a gradual change. It doesn't happen all at once. Потому что это очень сильно влияет на восприятие родителей и изменяет их мышление. То есть не в мгновение, но сильно влияет на процесс. Okay, I'm going to show you one more slide. Еще один And слайд. then we're going to take a break. А потом мы немного отдохнем. So I said this to you before. Children in out-of-home care will only ask the caregivers questions that they feel the caregiver gives them permission to ask. Еще один момент. Дети, находящиеся под опекой неродного дома, будут задавать взрослому только те вопросы. Не, сейчас. Bad translation? Is it negative? Like it should not be like this. No, it's not negative. It means that we want them to ask questions, but children won't ask because they don't think caregivers have given them Okay, да, то permission. есть, да, все нормально, дети спрашивают только тогда, когда чувствуют, что они имеют право задать вопросы. Oh, okay. Sexual interest is an example. Например, сексуальные вопросы. The child is really interested and wants to know more about their body and know more about sex and sexual development, sexual interest. Ребенок реально заинтересован в теме секса. Он хочет больше знать о своем теле, о сексе, все, что связано с этим. And if the child feels that the parent won't talk about that, it's very close to that topic, they won't ask the parent. И если ребенок ощущает, что родители не хотят обсуждать эту тему, ребенок не будет спрашивать у родителей, у кого тогда он спросит? They ask their friends. Да, спрашивают у друзей. Now, remember that 14-year-old girl that wanted to have sex? Помните 14-летнюю девочку, которая хотела заняться сексом? Мы про Do you нее know who she's говорили. going to go to and ask? If she feels her mother or caregiver doesn't. Если она ощущает, что ее мама или опекун не открыты к этой теме, кому она обратится за советом? К другому 14-летнему эксперту. Can you imagine a 14-year-old answering that question? А можете представить, как 14-летняя девочка Oh, будет отвечать на sure, вопрос? go for it. It's so wonderful. He likes you. Да, конечно, это замечательно, и ты ему очевидно нравишься. 14-year-olds can't raise 14-year-olds. Дело в том, что 14-летние дети не могут воспитывать 14-летних. They have no wisdom. А у них не хватает мудрости, They have no life experience. у них нет жизненного опыта. That's where they're going. И вот в чем проблема. Okay, let's take a break. Сейчас у нас перерыв. 15.5 minutes. We'll come back. We are on skill number 7. А сейчас мы переходим к 7-му номеру. And remember, this is the skill that is neglected often. И нам важно помнить, что об этом умении, об этом навыке очень часто забывают. And that's the skill where we take care of ourselves. И этот навык – это забота о себе. So what we're going to look at is we're going to look at the realities, and we have a full module. We have a module called module number 7. У нас есть модуль, целый модуль, 7-й модуль, посвященный этому. That's all about self-care. То есть полностью посвященный заботе о For себе. persons who are working with those who have experienced trauma. Для людей, которые работают с людьми, пережившими травму. So we're going to touch the tip of it today. Поэтому сегодня мы как бы только поверхностно затронем тему. Because often what happens when we're experiencing working with someone who's had trauma. Потому что часто происходит, когда мы работаем с людьми, And пережившими we травму. first get the job, you got the job as a psychologist and says, oh, I'm working with
adoption center, I'm so Или excited. первая наша работа психологом в центре по усыновлению. Ого, я в центре по усыновлению работаю. And what ended up happening is you felt a little bit like this, right? И иногда ощущения наши такие. Да, я буду очень I'm счастлива. so happy to be working here. Да, я так рада тут работать. It's exciting. Я так воодушевлена. I'm going to enjoy working with the kids and helping those families get children into their home. Мне будет очень нравиться работать с детками, я буду помогать семьям находить малышей. How many of you felt that way? Кто-нибудь из вас так думал вначале? Yeah, I'm sure you did. Absolutely. Я думаю, что было такое. Well, then after a little bit of time, Проходит немного времени, and you weren't taking very good care of yourself. И вы не очень о себе заботитесь. How about this? Что This is думаете? just a little bit more than I expected. Ну, честно говоря, чуть-чуть сложнее, чем я думала, да? But I'm doing okay. Но, в принципе, еще живу. Truth time. How many of you felt that way? Такой момент истины. Кто переживал? Yeah, absolutely. Probably all of us. Наверное, все. But you're still not really taking care of yourself, not paying attention to what's going Но on. все еще вы не сильно заботитесь о себе, не сильно осмысливаете то, что происходит. How about this? А как сейчас? I'm doing not so good anymore. Все, сейчас все уже не очень хорошо. I'm getting a little overwhelmed. Кажется, я немного перегружена. A little angry, a little frustrated. Я злюсь, я растеряна. And you still don't take care of yourself? Но все еще мы не заботимся о себе. I'm done. I can't do this anymore. И наконец, все, я больше не могу. And that's what happens if we don't take care of ourselves. Вот наш путь, если мы не заботимся о себе. And what happens, we didn't pay attention to the warning signs. И вот что происходит, когда мы не обращаем внимания на какие-то сигналы тревоги. How many of you know the story of the frog in the cold water pot? Кто из вас слышал историю о лягушке в холодной You know воде? what happens. В чане с You водой? put that frog in cold water in a pot. Вы закидываете эту лягушку в кастрюлю с холодной водой. He's a happy frog. Это счастливая лягушка. He likes water. Потому что лягушка He любит likes the воду. cold water. Она любит прохладную воду. But what happens when you put that pot on a stove? Но что происходит, когда вы ставите на конфорку, на плиту эту You turn on кастрюлю? the fire underneath and it starts warming up the pot. What happens? Кастрюля начинает подогреваться, и что происходит? What happens to frog? Что лягушка делает? Привыкает. Just get used. That's right. The frog doesn't jump out. Дело в том, что лягушка не выскакивает, не The выпрыгивает. frog doesn't know the warning signs. Потому что лягушка не разбирается в сигналах тревоги. And pretty soon you're going to have frog soup. И довольно скоро у нас будет лягушачий супчик. That frog's going to be a cooked frog. Потому что лягушечка будет скоро отварной мертвой лягушечкой. The frog didn't pay attention. Почему? Потому что лягушка не обращала внимания на температуру, которая повышалась. Didn't have any idea what was going on. Она не понимала, что происходит. And actually, that's what happens to us if we're not paying attention. И то же самое происходит с нами, если мы не обращаем внимания на внешние сигналы. So we go back to this. Вернемся назад. We are like the frog Мы вот те самые in лягушечки the cold water в холодной воде, that's put on the hot plate. которую поставили на горячую конфорку. Warning sign. Без, не обращая внимания на знаки Water getting hotter. тревожные. And away we go. We Вот absolutely путь, который мы проходим. Сваливаемся. And the frog here, this is exactly what happened to him. He didn't pay attention to the warning signs and he ended up being a dead frog. И именно это произошло с этим лягушонком или лягушечкой. Она не обращала внимания на то, что происходит вокруг, на знаки, и поэтому она сварилась. So one of the things that we need to do is we need to pay attention Что же нам нужно делать? to Нам what's нужно going on. обращать внимание на то, что происходит. Now, I know that probably some of you know some of your colleagues that have stopped working for the adoption center that were just burnt out. Do you know any that have done that? Я думаю, что, возможно, у кого-то из вас есть знакомые, которые перестали работать в центре по усыновлению из-за того, что они выгорели. Есть, знаете, такие, You да? do.
But we don't want that for ourselves. If we leave, we want to leave because we choose to leave. Но Not because we burn ourselves out. мы не хотим такой участи для себя. И если мы уходим, то мы хотим уходить, потому что мы приняли это решение, а не потому что мы выгорели. Some of the things that we see are that really that hurt us is that there's a lack of validation for what we do in our job. И один из моментов, что нас ранит, это то, что нет признания, не хватает признания в Now, той I'm работе, going to которую мы talk to делаем. you about you, but this is also related to our foster and adoptive parents. Сейчас я буду разговаривать с вами о вас, но имейте в виду, что это также справедливо и о приемных родителях, и опекунах, с We которыми вы can make a работаете. parallel process with this. То есть это все переносится и на них. There's absolutely a lack of understanding of what we do and why we do it. Есть абсолютно непонимание того, что мы делаем. Lack of support. Недостаток поддержки. We constantly live with uncertainty. Мы постоянно живем в условиях неопределенности. I don't know if this family's going to make it. Я не знаю, справится ли эта семья. I don't know if I'm going to find a home for this child. Я не знаю, смогу ли найти семью для этого ребенка. I don't know if I can prevent this disruption. Не знаю, получится ли предотвратить отказ от этого ребенка. Okay? So we live with uncertainty. We also live with mood swings, not just ours, but others. Также мы живем в атмосфере, где меняется настроение не только у нас, но и людей вокруг нас. And in the work we do, with all the demands, it drains our energy. И все, что мы делаем, это высасывает из нас энергию. Do you recognize that? Знакомо это все вам? All too well, right? Может быть, даже слишком хорошо знаете. And so this is the same thing our foster and adoptive parents experience. То же самое происходит и с нашими приемными родителями и опекунами. When I first became a social worker, Когда я только начала заниматься социальной работой, one of my family members said to me, один из членов семьи сказал мне: when are you going to get a real job? а когда ты найдешь себе нормальную работу, настоящую работу? When are you going to get a real job? I thought I had one. Я сказал, вообще у меня есть настоящая But работа. anyway, but that's what people think. They don't understand what we do. Но именно это думают люди, они не понимают, чем мы занимаемся. Psychologists, you know what they think you do? Психолог, знаете, что они думают, чем вы занимаетесь? Just sit behind the desk and have good conversations all day. Сидите за столом и милые беседы целый день. Drink tea and coffee. Да, пейте чай и кофе. Go to meetings. Иногда какие-то там встречи. Yeah, right. Right. You do far more than that. That's what people think. Но вы не этим занимаетесь. Но это то, как люди воспринимают. If we're going to be successful, we need a circle of support. Если мы хотим быть успешными, нам нужен круг поддержки. And in that circle of support, we need 5 different people. И в этом кругу поддержки должно быть 5 разных человек. Now I want you to think about it. Давайте подумаем о них. The first person we need in our circle of support Первый человек, который нам нужен в нашем кругу поддержки, is we need a rock. нам нужен камень. And what that rock is, that's a person who loves you unconditionally. Это камень или скала, сейчас разберемся. Это человек, который любит вас безусловно. I'm going to ask you to draw this with me. Пожалуйста. Actually, Пожалуйста, помогите мне с рисунками. you may have a handout. Let's see if I've given you a handout. Возможно, это есть в ваших материалах. I should have given you. Sorry, I did not. Нет, к сожалению, наверное, нету. Okay, you have to draw this. Придется порисовать. So you need a rock. And I want you to draw this circle and put a name in there. One person. То есть нужна скала, основание. Прошу, напишите, нарисуйте круг и напишите одного человека, который любит безусловно. You're not going to be able to write this name in anywhere else. Больше вы это имя не сможете использовать в этой Pancho, can I схеме. use your Pancho? Хотя, можно тебя рисунки твои нравятся? Rock. Камень. Или скала. Solid person. A person who's like a rock in my life. A solid person. Окей, скала. Человек, который как скала. On the line, yeah, on the На line. линии. Скала. Just need to write or to draw. No, right. Okay. So we need a rock. So did everybody get one written down? Написали человека такого? This a name. Да, This имя. person loves you unconditionally.
Человек, который любит вас They're без always there for условий. you. А если такого нет? So if you don't have what? Then do you leave it blank? Тогда вы просто оставляете пустое место. It's quite likely you won't have a name for everyone. То есть, да, нормально, если, скорее всего, у вас не будет в какой-то графе имени. Это нормально. The next person you need Следующий человек, is you need a wise person. мудрец, мудрый человек. A person who's wise. Человек, наделенный мудростью. And what this person will do, this person will tell you the truth. Для чего нужен этот человек? Он будет говорить вам правду. Very important person. Очень важная личность. Because this person is going to give you the right answer when you ask a question. So if I come to you Потому что этот человек будет помогать вам с правильным ответом, когда у вас будет вопрос не and I отвеченный. say, Natalia, you saw me with this family and how I worked with them. Например, я подхожу к вам и скажу: Наталья, вы видели, как я работаю с этой семьей? Do you think I was rude? Вам показалось, что я была грубой? And if Natalia is my wise truth teller, И если Наталья это вот тот мудрый человек, который говорит мне правду, she's going to tell me what? она скажет мне правду. She's going to say, Ruby, Руби, you were rude. на самом деле, ты You грубый. rolled your eyes at Mr. Smith. Ты закатывала глаза перед этим человеком. You told him to shut up at one point. Однажды ты попросил их заткнуться. That's rude. Это было грубовато. Okay, she's my truth teller. Она человек, который говорит мне правду. If I go to a person and they're not my truth teller, Если я прихожу к человеку, который не является вот этим, and I say, you saw the interview with the Smith family, и я спрашиваю этого человека: ты видел это беседу, интервью, которое было с семьей этой do Смит? you think I was rude? Тебе не показалось, что я грубой была? Oh no, Ruby. You know that Smith family, they just don't like to listen to anything. And Нет, no, все, no, ты же no, сама no. знаешь You этих did great. Смитов. You did a great Они job. никогда не слушают, все нормально, ты хорошо справилась. A lot of people are like that. Многие люди именно так себя ведут. But if we're going to get the supports we need and not become the frog, Но если мы хотим получать поддержку и не превратиться в we need a лягушку, wise person. нам нужен мудрый человек. Make sense? Понимаете, да? We also need a person that is a learner. Также нам нужен человек, который учится. A learner. You mean from you, A person who is interested in new knowledge. So a person who likes to learn. Человек, который любит учиться, который заинтересован в новых знаниях. Типа ученик, так условно. So this person likes to learn. Этот человек любит узнавать. This person likes to do research, Он любит делать исследования. hunt for information, Он ищет новую информацию. and as a result, this person in your life will help you find information. Поэтому этот человек, который по натуре ученик, может помочь вам находить информацию, нужную вам. So, you want to know more about borderline personality. Хотите узнать больше о людях, находящихся в пограничном состоянии. And you don't have time to do all the research, but you want the key points, you want to understand it. У вас нет времени читать все исследования, но вы бы хотели получить какую-то такую выдержку, да, основные пункты, основные идеи. In my circle of support, I have a learner. В моем круге поддержки есть такой человек, который любит учиться. So I go to Arina and I say, Arina, please. Поэтому я иду к Ирине и говорю: Ирина, I know пожалуйста. that you and Mr. Google like each other. Я знаю, что у вас близкие отношения с господином Гуглом. Can you Google borderline personality for me? И я знаю, что вы разберетесь, для меня, что такое человек в пограничном состоянии. Поделитесь информацией, She пожалуйста. says, I'd love to. Она говорит: с удовольствием. Why? Because she's a learner. Почему? Потому что она любит узнавать So новую информацию. who do you have that is your learner? Кто любит учиться? Now remember, you can't put the same name twice. Но тоже помните, что вы не можете одного человека использовать дважды. Okay, we need that person. Этот человек нужен нам. You also need a helper. Также нам нужен помощник. And this helper is someone that just knows when you need help. И этот помощник — человек, который понимает, знает, когда вам нужна помощь. And they just step in and help you. И он просто, когда он видит нужду в помощи, он идет и помогает вам. So this person might say, hey, you know what, Diana? You've worked hard. Этот человек может прийти и сказать: знаете что, Диана, вы сильно поработали. Go away from your phone. Пожалуйста, from your... Go away from your phone.
Выключите телефон. I'll take your calls for the next half hour. Несколько следующих часов я поотвечаю на Just звонки let me ваши. help you here. Просто я хочу помочь вам. Hey, I know you need to go out and to do that visit, Natalia. Наталья, я знаю, что вам нужно выйти и там куда-то сходить. I can do that for you. Я могу сходить вместо вас. We need that person. We need a person that not only sees what our need is, but that we can go to and say, you know what? I just really need some help here for just a second. Нам нужен человек, который не просто будет рядом, но я могу к нему подойти и сказать, ну, мне нужна реальная помощь. And that's our helper. Who's your helper? Who is there that И нам really нужен cares enough помощник. about you? Вопрос, кто ваш помощник? That Кто we реально really заботится о help? вас? We need that person. Потому что мы нуждаемся в таком человеке. The last person we need Последний человек is the advocate. – это защитник или адвокат. And this person has your back. Это человек, который прикрывает вас. Person's very important. Очень важный человек. And what this person's going to do, this person's not going to let anyone talk bad about you. Чем занимается этот человек? Он не позволяет никому говорить у вас за спиной. So if this person, your advocate, walks in the room, Если этот человек, который ваш защитник, входит в it помещение says, "Did you know what Dima just did? и говорит, знаете, что Дима I делал? can't believe Не могу поверить. it." Your advocate, Dima's advocate, А защитник Димы скажет, Sasha's going to say, "Hey, whoa, whoa, Саша whoa, whoa, скажет, here. так. Let's look at Dima's strengths. А давайте посмотрим, на He сильные стороны works Димы. hard. Он очень трудолюбив. So let's only talk about his strengths right now. Поэтому давайте сейчас пока больше поговорим о его сильных Who's сторонах. willing to do that for you? Кто Who's может willing быть этим человеком для To вас? stop the gossip Кто остановит сплетню у вас? about you? We need somebody. Нам нужен такой человек. Now, I'm telling you that you need names for all these people. Надеюсь, что вы записали имена для этих людей. But we need to offer this to others as well. Но также нам нужно помнить, что мы тоже должны стать кем-то для других людей. So we need to receive, Чтобы мы не только получали, and we need to give. а мы отдавали. I need to give to others Я должна отдавать другим. unconditional love, Отдавать безусловную любовь к другим людям. unconditional respect. Уважение без условий. I need to give to others the willingness to tell the truth. Мне нужно делиться с другими людьми правдой, с теми, кто готов ее услышать, I хочет ее need to give услышать. to others information that I've gathered that could help them. Мне нужно учиться делиться с другими людьми информацией, которая есть у меня и может быть полезна другим. I need to give to others relief once in a while from the hard work that they're doing. Мне нужно быть помощником другим и давать другим людям передохнуть от того тяжелого труда, которым они занимаются. And I need to commit that I will no longer be a gossip carrier. И также я должна принять на себя определенное посвящение, не принимать и не передавать сплетни. Nor will I listen to gossip. Okay, does that make sense? That's our circle of support. Вот это наш круг поддержки, круг помощи. Questions? Есть ли вопросы? It's a very good question. Very good question. Хороший вопрос. It's common that we don't have all of the circles filled. К сожалению, это дело обычное, что не все круги заполнены. We are going to be more effective if we build the circle of support as well. Но мы будем более эффективны, если мы будем стараться And we do that by выстроить building круг. relationships, Как это делать? Через выстраивание being open отношений. and vulnerable, Учась быть открытыми и уязвимыми перед другими and людьми. bringing people into our circle. И пытаясь вводить людей в наш круг. Lynn and I have a circle of support back in the States. We could put people in there back in the US or Canada. У нас с Лином есть люди, которые поддерживают нас, и мы поддерживаем кого-то в Штатах, Канаде. But when we travel, Но когда мы в дороге, we're it. мы только вдвоем. We're it. That's a lot of pressure on people. Поверьте, I know you're my rock. это большое давление, но But it's a lot of pressure on one person. Лин это скала Руби, но вообще быть вот одним, Make sense? единственным в этом круге, это большая ответственность. Build your circle of support. Build relationships. When you build relationships, you'll find these people. Выстраивайте свой круг, стройте отношения, потому что когда у вас будет много отношений, у вас будут шансы, что Oh, Katya, спасибо большое. Thank you. Thank you. I know we just keep you here forever. Pencil. Oh, pencil. Maybe a couple. Here. Oh, here. You need three.
You're welcome. Thank you, Lynn. А можно найти в каждом круге по несколько So человек? could these several Ну, это people хорошо. in each circle? Is it good? Yeah, that's great. Да, The это more you have, the замечательно. better, absolutely. And maybe if you have more than one person in a circle, maybe you can help that person to move into another circle. Также еще вопрос, если где-то несколько человек, а в другом никого нет, да, возможно, этот человек как-то, может переместиться, да, и немного другие функции. This information is specifically developed for foster and adoptive parents, but we need it too. Эта информация разрабатывалась именно конкретно для приемных родителей и опекунов, но по правде она и нам нужна. When we ask adoptive parents, we say, who supports you? Who will support you in your adoption? Когда мы спрашиваем у приемных семей, у приемных родителей, кто вас поддержит, кто будет поддерживать вас, кто будет вам помогать? What do you think they say? Как вы думаете, что они отвечают? Either by our own or it's a family. It's my grandmother, my mother, my father, my sister. Да, вариант мы сами справимся или вариант этой семьи, бабушка, мама, сестра. They usually have like one person, and that is too much for one person. Как правило, это один человек, а это слишком большая нагрузка для одного человека. And if we want to prevent the disruption, и если мы хотим предотвратить отказ семьи от ребенка, what we need to do as well is to recognize that нам нужно признавать, we need to help our adoptive parents. Что нам нужно помочь нашим приемным родителям to build a circle of support. Выстроить круг поддержки, чтобы эта последовательность разорвалась. It's okay that we're part of their circle of support. И вполне будет нормально, если мы будем тоже входить в этот круг поддержки. We might be their wise person. Мы можем быть человеком мудрым. We might be their learner. Или мы можем быть тем, кто передает им знания. But they need other people besides just us that В support любом them. случае им нужны еще люди, кроме нас в этом круге поддержки. It's too much for you. Потому что для одного человека, для вас, это слишком большая нагрузка. Comments or questions? Замечания или вопросы? Ну, такой вопрос. Я так поняла, что в разные периоды жизни это могут быть совершенно разные люди, правильно? Yes, in and out, in and out. И они могут Yes. переходить из одной категории в другую, это тоже, наверное, естественно, да? Yes, exactly, absolutely. Тоже нормально. And there are different times in our life we might have a good circle of support, and other times in our life we might not have very many people in there. И иногда бывают периоды в жизни, когда у нас очень такой надежный круг поддержки, и иногда у нас с ним проблемы. But if we recognize we need others, we need other people. Но если мы будем понимать, что нам нужны другие люди, нам нужна поддержка, One of the best ways of getting people into your circle of support потому что один из самых надежных способов найти людей в круг поддержки, в круг is помощи, to be someone else's circle of support. Be get into their это circle of войти support. в круг помощи кого-то, то есть помогать кому-то другому. Look at who you can help, who might be needing to have better information, how you can be a person that stops the gossip, etc. Посмотрите, как вы можете поддержать другого человека, с кем можете поделиться информацией, кого вы можете защитить от сплетен. And you build people in your team as a result. В итоге вы получите людей, которые будут поддерживать вас. Now, we're not going to do any more in self-care, but we do have a whole module on that, and it's very important that we recognize we are subject to post-traumatic stress. Больше мы не будем говорить о заботе о себе. У нас есть целый модуль, посвящен этому. We're vulnerable to post-traumatic stress. Нужно помнить, что мы тоже уязвимы. У нас тоже может быть посттравматическое расстройство. And we're vulnerable to secondary traumatic stress. А также мы уязвимы для вторичного посттравматического расстройства. So we really need to take care of ourselves. То есть нам нужно уметь заботиться о себе. Да? То есть, Same as our doctor. точно так же, как наши родители приемные. Okay, what do you think? Что вы думаете? Okay, we're going to wind down. Okay. We're going to start to close for this module. И сейчас мы будем уже заканчивать этот модуль. And we're going to create an action plan. И сейчас мы разработаем план действий. And Mr. Johnston's going to help us do that. Action. И господин Джонстон поможет нам в этом. Okay. Действие.
We're gonna create an action plan. Let me tell you, learning without transfer is worthless. Могу еще сказать, обучение, получение знаний без передачи их бесполезное дело. You agree? Согласны? We waste our time. If we can't transfer it, it's a waste of time. Если мы не можем передавать информацию, то мы просто тратим наше время впустую. Okay, so we're looking at what you're gonna do. Посмотрим, что сейчас будем делать. Okay, so we're ending this last activity, ends module 1. И вот эта наша активность, она закрывает первый модуль. And normally, if you were teaching or training this, и как правило, в норме, когда вы обучаете этому, there would be 4 or 5 or 6 weeks before you would start module 2. Хорошо бы провести, как правило, перерыв 4-5 недель до того, как вы начнете второй модуль. There would be a break in time. Желательно, чтобы был разрыв во времени. And so one of my favorite questions is, и, пожалуй, один из моих любимых вопросов. What are you going to do with what you learned? Что же вы будете делать с тем, что вы узнали? Переваривать и отдавать. So perhaps just trying to process it and then give it away. Встраивать в свою систему работы. Try to integrate it in our work. Okay. My question when I come back. Мой вопрос. If I'm coming back, my question would be, what did you do with what you learned? Сразу предупрежу, что если я когда-нибудь сюда приеду еще, то мой первый вопрос будет, а что вы сделали с тем, что вы выучили? I used to do a lot of training in a large facility. It was a big building. Мы очень много тренингов проводили в одном очень большом высоком здании. Got 1,000 people worked in this building. 1000 людей несколько работают в этом здании. And the training was rooms were upstairs on the top floor, third floor. И то есть невысокое большое помещение на третьем этаже, на верхнем этаже мы проводили занятия. And I'd be finishing the training. И когда я заканчивал обучение, and I would say, the next time I see you, I'm going to ask you. Я говорил, когда я в следующий раз встречу вас в этом здании, what did you я do спрошу with what вас, you learned? что вы сделали с тем, что вы узнали? I would come back to the building. И я возвращаюсь в это здание. And I'd be maybe walking along the hall. И я иду по коридору. And I'd see Nina coming down the hall. И я вижу, что навстречу мне идет Нина. And she knows what I'm going to ask. Она знает, о чем я ее сейчас спрошу. And all of a sudden she would turn and go the other way. Она разворачивается и идет в другую сторону. Because she knows I'm going to ask. Потому что она знает, что я спрошу у нее. What did you do with what you learned? Что вы сделали с тем, что узнали? Now I want to help you get this thing moving. Но сейчас я хочу помочь вам сдвинуть это все с мертвой точки. So there's a number of questions that I could ask you. Есть определенный набор вопросов, которые я могу задать вам. We could go over these questions. Мы можем пройтись по этим Keep вопросам. in mind you can't do everything. Помните, что, наверное, Choose what works for you. не обязательно все вам делать. Make a plan. Выберите, что вам лучше подходит. That's Разработайте kind план. of traditionally what we would do. То есть, как бы, в принципе, ничего принципиально нового, но мы сейчас поработаем над But этим. I'm not very traditional. Но, то есть, эта схема традиционная, но я не традиционная. I have a different plan for you. У меня для вас другой план. And I apologize because you don't have it in your handouts. We Извините, missed it. это, к сожалению, мы пропустили, этого нет в ваших раздаточных But you материалах. got to take a blank piece of paper. Но вам нужно взять пустой лист бумаги. And I want you to draw those 7 circles. Your Я name хочу, goes in the чтобы вы middle. нарисовали вот этих 7 кругов, в центральном круге вписали свое имя. Then I'm going to talk about each of them. So draw the circles То first есть, of all. значит, свое имя и 6 кругов вокруг, а потом я буду говорить, что с ними делать. Because this is like a big wheel. Потому что это своего рода колесо. It has motion to it. И оно должно двигаться. And I want to talk about that motion. И я хочу немного поговорить об этом движении. We'll let you get it set up first. Но вначале давайте подготовимся, и вы нарисуете. This top circle says things I need to do. Верхний круг то, что я должен сделать. And it says 1, 2, 3. И там есть пункты: первый, второй, третий. With the information I've learned over the last 3 days, С информацией, которую я узнал за последние 3 дня, what are 3 things I need to do? какие 3 вещи я должен сделать с этой информацией? Just set it up for now. We're going to give you a minute to fill it in a second. The second one here Сейчас пока просто информация, время заполнить еще будет чуть позже. says positive
strategies I can use. А второй пункт говорит положительные стратегии, которые я могу использовать. 1, 2, 3, just 3. Первая, вторая, третья. 3 всего. And that's, again, based on what you've learned the last 3 days. Опять же, основываясь на знаниях, которые вы получили за эти дни. The next one, Следующее. positive people I can connect with. Положительные люди, с которыми я могу установить связь. 3 names. 3 имени. We're going to let you fill those in a little bit later with emails and phone numbers. Чуть позже у вас будет возможность заполнить это и попросим еще You've написать got a там room full of имейлы people here. и номера телефонов. The bottom circle, Нижнее. these are things I want to do. Что я хочу сделать? Notice the difference. Need to do, Заметьте, есть разница. want to do. Сверху, что мне нужно сделать, снизу, что я хочу сделать. And room for 3 things there. И опять же, 3 пропуска, чтобы вписать. And as I come up this side, here, То есть, куда я могу пойти? places I can go. К чему я могу обратиться, куда могу пойти? Basically, we're looking at how can I add more information to what I already know. Что имеется в виду в этом вопросе? Где я могу получить больше информации, плюс тому, что я уже Maybe the знаю? library, Mr. Google. Библиотека или же господин Google? But we want 3 places we can go. Maybe it's somebody else in the room. And then the final one То есть, 3 места, куда мы можем дальше обратиться. И последний is things I can do right now. When I go back to my office, what are 3 things that I can begin to do immediately? Что я могу сделать прямо немедленно? Как только я вернусь к себе в кабинет, 3 вещи, которые я могу сразу же начать делать. Now, I'm going to give you 9 minutes and 12 seconds to fill those in. Сейчас у вас есть 9 минут и 12 секунд на то, чтобы заполнить все. And then I want to hear. Как это называется? What is the name of this something? It's an action plan. План действий. Action plan. It's like, how do we get in motion? How do we keep doing things? Как нам начать движение? Как нам продолжать делать? It's a bigger picture than the circle of support. Circle of То support. есть это более широкая картина в сравнении с кругом поддержки, с кругом It's помощи. just people, but this is things I'm going to do, people that are going to be involved, connections I need to make in order to be effective in the area of psychological То есть trauma. круг помощи включает в себя только людей, в то время как здесь и люди, и ресурсы, обстоятельства, события, то есть все, что должно помочь мне быть эффективным. Okay, so your homework is to go and think about that. Вашим домашним заданием будет, когда вы уйдете, подумайте, пожалуйста, об этом. You have the advantage that we're going to be here the next 2 days. И у вас есть большое преимущество, потому что вы будете с нами еще 2 дня. But we're going to be available for questions if you. Поэтому вы сможете задавать нам вопросы, если они у вас возникнут, если нужна будет помощь. The next 2 days we'll be doing modules 2 and 3. Следующие 2 дня мы будем заниматься 2-м и 3-м модулями. Sensory integration and emotional regulation. Сенсорная интеграция и управление эмоциями. And in the midst of all of those, we're going to be doing a lab. Но посреди этого процесса мы будем делать лабораторию. If you understand what a lab is, it's hands-on stuff you're going to do. Если вы представляете, что такое лаборатория, это то, что нужно делать руками. In other words, you're going to get to play. Но вообще там придется еще и играть вам. That's good. Okay, so then we're done. В таком случае на сегодня все. We'll see you in the morning. Увидимся утром.